Добрый день, уважаемые зрители, дорогие любители фигурного катания. Мы рады всех приветствовать в Москве на всероссийских соревнованиях «Мемориал» Александра Горшкова. Через несколько минут на лед выйдут девушки-юниорки. Они исполнят произвольные программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фото- и видеосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Большое спасибо за внимание. Уважаемые зрители, разрешите представить официальных лиц соревнований в одиночном катании среди девушек-юниорок. Старший судья Лолита Лапунская, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Алла Шаховцова, Москва. Судья номер 2 Татьяна Даниленко, Москва. Судья номер 3 Анастасия Ширяева, Москва. Судья номер 4 Марина Сысцова, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Светлана Михайлова, Белгород. Судья номер 6 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Регина Трусова, Казань. Техническая бригада, технический контролер Елена Фомина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Александр Кузнецов, Москва. Продолжаются соревнования серии юниорского гран-при России по фигурному катанию. На пятом этапе наступил день, когда юниорки и юниоры исполнят свои произвольные программы в одиночном катании. Это будут стремительные и наверняка увлекательные соревнования, которые для вас на первом прокомментирует Василий Соловьев, олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Всем привет, друзья! Призер Олимпийских игр Михаил Кальда. Всем привет! Как настроение перед произвольной программой? Чего ждем от юниорок? Ну, ждем очень увлекательной борьбы. Конечно, предвкушение произвольных программ есть. И я уверена, что борьба будет нешуточная. В последней разминке так точно. И уверена, что у девчонок и из первой, и из второй разминки у всех есть шанс в произвольной отыграться и побороться за более высокие позиции. Все-таки произвольная программа дает такую возможность. Да, я жду, как обычно, красоты. Если Анна ждет борьбы, я жду красоты, потому что я все-таки за красивое, эстетичное, женское, одиночное. То есть так далеко в мужское, как одиночный, ты даже не заглядываешь, да? Мы пока начинаем с женщин, юниорок, поэтому... Согласен. Первой будет кататься Арина Теслина. Мы начинаем, естественно, с последней строчки в короткой программе. К сожалению, два целых падения у Арины в короткой программе не позволили ей подняться выше. Вслед за ней будет кататься Валерия Мельникова, спортсменка из Тверской области. Валерия будет кататься под такую балладу, хорошо нам всем известную по фигурному катанию, которая называется «Там нет меня». Такое философское произведение для такой молодой девушки. Но фигуристы, конечно, это люди, которые взрослеют раньше остальных детей. У них очень суровая жизнь, и приходится задумываться об очень серьезных вещах. Вслед за ней будет кататься Полина Значкова. Тренируется в Хрустальном
И мы услышим композиции Майкла Джексона, ее тренер Наталья Марьянски. Еще на одну строчку выше после короткой программы 15-летняя Елизавета Кудряшова. Тренируется вместе с Софьей Федченко, Владой Данилкиной на стадионе «Триумф». Здесь ее сопровождает также ее тренер Антонио Кордейру. Интересно, какая специфика все-таки у Антонио? Ну, просто тренер или какая-то направленность? Потому что он все-таки был в парном катании же катался. Ну, я думаю, что специфика как бы общий тренер, который отвечает и за прыжки, и за дорожки, и за вращения. Потому что все мы знаем, что Алексей Николаевич Мишин, он был тоже парником. Это правда. Но я думаю, что Антонио еще в связи со своими кровями, своим происхождением, еще отвечает за эмоции в этой группе. Возможно. Наверняка. За эмоциональность. То, как он катался, наверняка продвигает и своим ученикам. Вслед за Елизаветой Кудряшовой будет кататься Алина Королева. Ее тренер Алина Писаренко на ваших экранах. Это «Звездный лед». Две фигуристки из школы «Звездный лед» питерской будут замыкать эту разминку: Алина и Лидия Голубова. В свою очередь, ученица Олега Ефимова, Василия Попова и Елены Формазовой. Достаточно ровно разминка проходит у девушек. Каких-то прям особых пятен я не видел. Всплесков. Да. Конечно, у кого-то что-то чуть лучше получается, у кого-то чуть хуже. И вот как раз мы видели у ученицы Антона Кордейру, он как раз показывал тот самый вчерашний жест по поводу левого плеча на флипе. Действительно, немножко она уводила его, и, собственно, из этого была ошибка. Ну вот всем кажется, что непосвещенным зрителям, что прыжки, они больше зависят от ног, а тренеры всегда показывают на корпус, на то, как вот и чаще всего на плечи, я обратил внимание. Постоянно у вас плечо вперед, плечо назад, выше, ниже. Ну, с детства говорят, что руки — это как руль у корабля. То есть за счет правильных положений рук можно выстроить плечи, соответственно, потом встать на ноги так, как тебе нужно. И вот эти 4 контрольные точки, я вот тоже своим ученикам говорю: 2 плеча, 2 бедра. Их надо всегда четко контролировать. Ну и не будем забывать, что все-таки ноги не видны из-за бортика, и тренеры не могут ногами что-то показать. У нас, например, даже если вдруг ошибка какая-то в ногах, все равно это руками показывали. Просто спортсмен уже настолько понимает тренера, что понимает, в какой момент он показывает руки, а в какой ноги. В какой момент одного взгляда хватает, чтобы понять все ошибки сразу. Да, некоторые взгляды, от некоторых взглядов падаешь в обморок, как тренеры взглянут из-за бортика. Ученица Татьяна Меняйлая в Волгоградской области, она тренируется. Арина Теслина откроет эти соревнования сегодня. Пожелаем ей удачи. Не просто ей далась короткая программа вчера. Сегодня будет красивое катание. Это композиция как вариация на лунную сонату Бетховена, но в таком эпическом стиле, в эпической обработке.
Арина Теслина. Ну что, Ариночка, давай не будем расстраиваться, давай соберемся на следующие соревнования. Да, этот турнир не пошел в плюс, но ты молодец, ты собралась, ты вышла и откатала эту программу. Это тоже испытание. Я даже в мелких делах, мы, простые люди, иногда думаем, вот бы не идти сегодня никуда. Представляете? То есть вы-то представляете, это я зрителям говорю. Представляете, каково человеку, который должен выйти на лед перед судьями, перед комментаторами, а здесь олимпийские герои сидят на комментаторской позиции и делать свою программу. Пусть все будет хорошо, мы не знаем, почему так произошло, но пусть все будет хорошо. Да, мне кажется, здесь особо нет смысла технически разбирать программу. К сожалению, на этом турнире мне показалось, что и на разминке тройные прыжки совсем не получались, и в прокате они тоже не получились. Может быть, что-то беспокоит, может, восстановление идет какое-то тяжелое, мы не знаем. В любом случае, да, желаем пройти этот период, ни в коем случае не переживать и дальше работать над собой и показывать все, на что Арина способна. Мне показалось, что сегодня Арина слишком сильно перенервничала, потому что со стартовых тройных луцев она упала, потому что просто не подтянулась. То есть не было вот этого выхода, так скажем. И флип тоже. Он был недостаточно подтянутый, соответственно, только там 2 ноги, недокрут. Конечно, ошибок очень много. В общем, работать, не сдаваться и двигаться только вперед. Симпатичная девчонка, красивое платье. Я надеюсь, что хорошие взаимоотношения с тренером, который ей все объяснит, поставит, и будет работа продолжаться дальше. Общий результат за 2 программы 87,79 балла. Для исполнения произвольной программы приглашается... На льду Валерия Мельникова из Тверской области. Под балладу «Там нет меня» в исполнении Севара она будет кататься в своей произвольной программе.
какая энергичная и порывистая спортсменка Валерия Мельникова. Я понимаю, что ей нравится наверняка вот этот романс, да, но мне почему-то кажется, для ее произвольной, для ее стиля катания нужно было что-то более энергичное взять, что-нибудь типа балета Минкуса в стиле Иры Слуцкой, вот что-то такое, что-то очень быстрое, насыщенное, и это дополнительно подчеркнуло бы ее какие-то сильные стороны. Не кажется? Мне понравилась да? программа, да, как раз-таки она вот идет по нарастающей, и Валерия вот держит этот накал с самого начала до самого конца, здорово, и мы видим, как боролась с самого начала за прыжковые элементы, и они не были удобными. Не были, да. Так же, как у Арины, но она боролась, и это большой-большой плюс. Соглашусь, в этой музыке есть надрыв, и как раз ее вот эта вот энергетика, она соответствовала этой музыке, и действительно набирала она по ходу программы в плане эмоциональности и передавала эту музыку. Но вот если говорить про технические элементы, то, конечно, здесь к концу немного на спад пошла, потому что в начале, пусть и не самые удобные прыжки, но она их вытаскивала. А вот здесь мы видим каскад, двойной аксель, тройной тулуп в начале второй половины программы. И как будто в первой половине, будь чуть-чуть побольше сил, она бы его сделала, а здесь упала. Также и выезд вот здесь могла бы сделать почище, но уже ноги не такие свежие, сил не так много, и уже потяжелее. И, соответственно, заключительный прыжок вместо тройного флипа уже двойной. Как мне кажется, мы можем сделать вывод, что как-то артистически она эту программу уже вытягивает, и технически немножко не хватает ее на вторую половину, но это все исправимо, просто тренировками побольше накатывать. И все будет. Хочу отправить пожелание Валерии не прыгать на беговых шагах, потому что когда она устает, она начинает больше работать спиной, чем ногами. Это вот тоже такая маленькая ремарочка. Учитывая то, что в Кисенкрай тренера нет, то и прислушался больше не к чему советам. Твои пригодятся 100%. Надеюсь. Потому что мы всем действительно желаем хорошего, гладкого, чистого катания. И за всех болеем всей душой. Вообще без тренера выходить очень тяжело. Мы отмечали еще в Красноярске. Я обратил внимание, что прям несколько спортсменов здесь без тренеров. И даже удивился, честно говоря. Неужели... А родителям нельзя выходить? Родителям нельзя сидеть запрещено в Кисенкрай сидеть. Только можно у бортика поддерживать. Если только ты не официальный тренер. Ну, мы поддерживаем Валерию Мельникову в Кисенкрай. Мы — это зрители первого и ваши верные комментаторы. Она, конечно же, обгоняет Арину тесно. На данный момент находится впереди. Результат проанализирует потом по судейским протоколам. Производная программа представляет Полина Значкова. На льду Полина Значкова, тренирующаяся в школе «Хрустальный». Катается она под пение Майкла Джексона, под две песни. Одна посвященная экологии, Earth Song, а другая посвященная человеческим порокам, Bad.
Вау, ну прям спектакль в завершении своей программы. Я думаю, вы помните, что клип Майклу Джексону снимал сам Мартин Скорсезе на эту песню и стоил каких-то запредельных денег. Да, это все было про преступность и всякие разные пороки. Какая скоростная фигуристка прям носилась, как подорванная по льду с такой скоростью. Даже мне казалось... Скажи. Классно, Да. просто классно, настолько энергично. Вот с каждой последующей участницей видно, что девушки все выше и выше уровня. И, конечно, сейчас посмотрим, что же все-таки было с тройным флипом во второй части программы, потому что мы во время проката с Анной Щербаковой подумали, что она просто набрала скорости даже больше, чем нужно. Ты имеешь в виду под прыжок? Да. Чем больше скорости ты набираешь на прыжок, тем быстрее нужно делать все движения и больше доталкиваться. И как будто во второй половине она вот уже не справилась с этим ритмом и с той скоростью, которую набрала, ну, как нам показалось. Ну вот в первой половине все сделала, за исключением одного небольшого недокрута на тройном ридбергере. Все тройные выполнены, все каскады она оставила на вторую половину. Вот как раз. Именно поэтому вот этот флип, да, немного не докрутила, упала корпусом назад, и из-за этого осталась еще и без каскада. Так как все каскады оставлены на вторую половину, нету права на ошибку. Она за него получила 1.14, Еще и минус балл балл дедакшн, то есть 14 сотых. Обидно, конечно. Хочется выделить хореопоследовательность. Мне очень понравилось, как она встала в ласточку, так закружилась по центру. И дальше такой небольшой привет Веронике Еметовой с ее фирменным проездом. Очень классно смотрелось это. Очень зажигательно и очень соответствовало музыке. Полина Значкова за производство. Высокие оценки по сравнению с предыдущими участницами. Движемся вперед и выше. Полина Значкова впереди. В самом начале наших сегодняшних соревнований. Елизавета Кудряшова выходит на лед. Антонио Кордейру провожает ее. Под пение Рианны будет она кататься «Stay» и «Unfaithful».
Красивое, романтичное катание у Елизаветы Кудряшовой. В Красноярске она 7-й была. Сейчас вот довольно-таки далеко находится в списке участниц, но, мне кажется, может приподняться с таким катанием. Да, точно приподнимется, потому что по 6-минутной разминке были, конечно, сложности. И вот сейчас видим, как все довольны. Спортсменка довольна, тренер доволен. Хотя я немножко успел пообщаться с Антоном до 6-минутной разминки. Он говорит, ну, прям было тяжело. И говорит, этот старт будет очень интересным. И программа действительно получилась очень интересной, с такими небольшими эмоциональными качелями. Видим, что начала довольно так тяжело, боролась за прыжки. Тройной луц летела под наклоном, но вытащила, добавила каскад. Флип снова летела под наклоном, снова вытащила, справилась. Дальше вот вместо тройного сальхова лишь двойной получился. И казалось, что вся такая программа в итоге будет в борьбе с какими-то небольшими ошибочками. Вот тут за комбинацию из тройного тулупа и 2 двойных акселей прям было видно, что изо всех сил прям вот борется. А потом вторая половина, словно другой человек поехал. Мы тут переглянулись в шоке, такие, ничего себе, потому что все во второй половине было сделано так легко. Луц был гораздо лучше, чем в первой. Да. И, видимо, вот эта длинная комбинация из тулупов и 2 акселей, это стал переломный такой момент, что она все-таки поверила в свои силы, поверила в том, что она в хорошей кондиции. Ноги-то помнит. Да, и во второй половине 3 самых сложных тройных, луц, флип и ридбергер, все были так легко выполнены, вообще без каких-либо сложностей. Так что огромная молодец. Вот так вот во второй половине набрать, это надо еще, конечно, постараться, это большая редкость. Ну и доделала все вращения на 4-й уровень, так что вообще большая молодец. Здорово. Программа набирает 104,24 балла. Лидирует она пока по произвольной программе и по сумме 2 программ. Опережает на 6 баллов Полину Значкову. Посмотрим, как сложатся дальнейшие результаты. На льду Алина Королева. И ее тренер Алина Писаренко провожает свою ученицу на выполнение танго.
молодчина Алина Королева, просто молодчина. Сделала, мне кажется, чуть ли не максимум того, что сегодня вот на что должна была решиться. Да, там комбинировала, переставляла элементы. Одно вращение только вот 3-го уровня, все остальное пока оценено 4-го, и такая прям аккуратненькая, цепкая. Да, действительно, вот аккуратненько и цепко — это очень хорошие такие слова, которые определяют эту произвольную программу. Но сейчас мы видим на наших экранах, что судьи многие элементы пересматривают, и сейчас, конечно, техническая оценка снижается потихонечку, потому что везде вот маленькие недокрутики, которые не позволяют хорошие баллы получить. Ну, И мы вот как вчера еще видели, да, тройной луп, тройной тулуп. 1 в 1. Ну, практически, да, идентичный получился у Алины сегодня. Причем сольные и тройные зачастую даже докручивает. Большая проблема, мне кажется, именно с каскадами есть. С каскадами, с комбинациями, что вот там, конечно, недокруты посильнее вылезают. Ну и на сольных иногда, конечно, тоже проскакивают. Так что я думаю, здесь над качеством прыжка вот как раз поработать, и тогда уже, да, этот набор, потому что она заявляет солидный. Если его выкатывать чисто, то определенно можно набирать очень хорошие баллы. Это же такая регулярная работа и общий уровень, правильно? А не то, что она сегодня вдруг не докрутила что-то. Это, Да, есть видимо, ощущение, она что так вот общую регулярно делает. подготовку нужно, да, немного подтянуть, над тройными поработать, и все будет. Впечатление, что с самого программы пойдет катание. Конечно, проверю, катаешь, куда ты денешься. Чтобы чисто каскады прыгать, там надо, Посередине чтобы программы выезд из просто. первого прыжка был длинный, с хорошей скоростью. А как раз у Алины она приземляется, и очень короткий, и очень крутой выезд. И, соответственно, из такого положения вытащить чистый, там, например, тройной тулуп уже сложно. Поэтому вот зачастую так и бывает у юниоров. Алина Королева за произвольную программу набирает 98,64 балла. Она проигрывает Елизавете Кудряшовой как в произвольной программе, так и по сумме баллов. Произвольно она еще и Полине Значковой проигрывает. Лиза пока впереди. Завершает Лидия Голубова. В завершении группы Лидия Голубова, также из Санкт-Петербурга.
Кричат с трибун «молодец». Такая раскованная, смелая девчонка Лидия Голубова и так лихо катается, и не смущает ее какие-то там происшествия. Ну, чуть-чуть раньше пришла к музыке, нет, подошла, потанцевала, потом продолжила дальше, чтобы все было в ритм. Решительная спортсменка. Да, очень такая энергичная программа и очень красивая. И не потеряла ход, и не потеряла вот этот нерв. Всё Вообще было на больших сделано так скоростях хорошо, Лидия да. катается. Давайте пересмотрим повтор технических элементов. Начала она свою программу с тройного Ридбергера. Докрутила, сделала очень хорошая крутка. В принципе, даже на небольшой высоте может докручивать прыжки. Вот этот лук-стулук нам очень понравился. На большой скорости она И выезд пошла такой его. интересный тоже Да. сделала. Сальхов Как чисто. В первой половине вообще по докрутам ни одного вопроса нету. Двойной аксель тоже чисто. Во второй половине, вот, и кантиливер давайте тоже выделим на большой скорости. Через весь каток проехалась в хореопоследовательности. Здесь вот должен был быть каскад 3-3, но не самый удобный тройной луц, и недокрученный, и неясное ребро отмечают. Мы вообще думали, что она там двух упадет луцах. под таким Да, вот углом. прям Она еле-еле, зашла да, на она тот его луц. вытащила. Поэтому лишь двойной тулуп прицепила. И дальше вот единственная грубая прям ошибка в прокате, падение с тройного флипа. Ну, затем сама же исправилась, сделала флип в комбинации с двойным акселем, двойным тулупом. Так что вообще большая умничка, рабочий прокат такой. Да. Ну, флип она немножко пролетела. Опять же, вот такая скорость, она зачастую сбивает. Особенно, когда спортсмены начинают уставать, и вот эта чувствительность тонких материй, она притупляется, и тебе кажется, что вроде все хорошо. Но нет, иногда надо себя немножко придержать побольше, чтобы вот как раз сделать сложные прыжки. А на луце почему такой наклон был сумасшедший, что мы думали, что прям рухнет сейчас? А потому что неясное ребро. И от этого начинает уходить корпус, и, соответственно, вот такие прыжки. Что интересно, кстати, неясное ребро отмечают и на луце, и на флипе. Довольно редко. Обычно у спортсменов есть какой-то один более проблемный прыжок, но вот здесь отмечают, что Флип она неясное вот прям было перед везде. нами сделала, и вот сейчас мы прям смотрим это четкое внутреннее ребро. Не знаю, может быть, судя просто с такого ракурса, Я уже место не посмотрели, поэтому им так показалось. Но флип четко У них с не такое внутреннего. удачное место, как у нас, чтобы разглядеть Да. прям на льду следы. Но мы не поменяемся с ними. Нет. Мы свое место любим. Отсюда все видно. И прямо возле льда. И видно, и слышно, и чувствуется, и энергия. И очень трогательные всегда моменты, когда еще подъезжают близко фигуристы, и ты прямо чувствуешь, как ты за них переживаешь, потому как они одиноки на этом стадионе перед огромным количеством публики. Ну, когда есть публика. И Лидия Голубова впереди. Практически одинаковый результат по сумме двух программ у нее с Елизаветой Кудряшовой. Ну а впереди вторая группа участниц. Вторая группа участниц на льду. Произвольная программа в исполнении юниорок на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Хорошо задали темп, по крайней мере, эмоциональный те спортсменки, которые выступали в первой группе. Многие старались, у многих получились и элементы, и показать свои программы. Так что нам было увлекательно на них смотреть.
Мы благодарны спортсменкам за то, что они на этом турнире поддерживают такой значительный уровень. И, конечно же, их тренерским коллективам, которые готовят спортсменов бесперебойно и в таких огромных количествах, и в таком разнообразном качестве, чтобы трансляции юниорского катания в исполнении Первого канала смотрелись настолько увлекательно. Это прям здорово. Огромное всем человеческое спасибо. В этой группе у нас открывает катание Юлиана Черенева из школы имени Жука, где она тренируется с Еленой Германовной Буяновой и Натальей Антипиной, но представляет она Удмуртскую республику. Далее будет кататься Мария Лабутина из Вологодской области. Вслед за ней Милана Лебедева, которая будет представлять школу Ангелы Плющенко. Увидим ли мы в этой разминке элементы ультра-си? Вот Милана Лебедева обещает исполнить четверной сальхов, как я вижу по заявке. У остальных спортсменок тройные прыжки и двойные аксели, как я смотрю по протоколу. Вслед за Миланой Лебедевой будет кататься Алиса Гориславская. Санкт-Петербург с забавной программой, которая называется «Бабушка». Добро пожаловать в Россию. Welcome to Russia. Надо бы отправить куда-то на международные турниры спортсменку с этой программой, хотя бы в показательное выступление, чтобы все поняли, насколько мы гостеприимны. Но нет сейчас таких возможностей. Но будут. А бурановские бабушки на Евровидении. Это было давно. Никто уже не помнит этого, да? Мы помним. Алиса Гориславская, отрабатывает свои элементы на разминке, и не все гладко, нужно собраться. Надо сказать, что девчонки на таких скоростях катаются, что на нас, мы сидим прямо у бортика, прям поток холодного воздуха иногда как вихрь задувает, потому что огромные скорости, они пролетают мимо нас, мимо бортика, и нас волной холодного воздуха окутывают. Но нас этим не проймешь, потому что мы утеплены, а во-вторых, у нас горячие сердца от любви к фигурному катанию. У Виктории и Светланы Казанцевых тренируется Алиса Гориславская. Софья Федотова будет кататься вслед за ней, также из Санкт-Петербурга, но из другой школы. Тоже тренеры Ольга Ефимова, Василий Попов, Елена Формазова. Бронзовый призер первого этапа Гран-при. Вот как-то здесь вроде бы стадион попроще, и мы где-то находимся вроде как в таком спальном районе Москвы, а состав участников довольно-таки суровый. И те, кто занимал призовые места в начале, если не поддерживают, не только не поддерживают прежний уровень катания, но еще и не делают шаг вперед, то и оказываются совсем не на пьедестале, а во второй группе участниц. Вот как обстоят дела у нас на этом турнире. Здесь во второй разминке очень тоже сильные девчонки, и здесь могли оказаться те, кто способны намного на большее, были просто буквально одна обидная ошибка в короткой программе, и все, и ты сразу же скатываешься вниз, потому что короткая программа ошибок не прощает, даже если это была какая-то случайность. Поэтому я очень пожелаю девчонкам, у которых вчера, возможно, какая-то такая случайность была, сегодня показать, на что они способны в произвольной программе. Это при том, что катание в короткой программе, уже начиная с второй группы участников, показывали очень интересное. И действительно не хватало вот каких-то совсем мелочей. Тут недокрутик, тут неясное ребро. А
у судей замедленный повтор и у технической бригады. И там не проскочит и комар. Екатерина Кольцова будет кататься в завершении этой группы участниц. Она в Казани вот была 9-й. Возвращаемся к Юлиане Череневой. Сегодня Елены Германовны нет у бортика. Наталья Антипина, ее тренер. И ждем программу на испанские мотивы танцевальные. Пусть это будет горячо. Юлиана Черенева великолепно открывает вторую группу участниц. Такая техничная, целеустремленная, энергичная спортсменка.
Ну вот, а сейчас Миша опять со мной будет спорить. Но я опять считаю, что вот под ее энергетику и под ее скорость катания лучше бы подчеркнула какая-то другая музыка, а не настолько вот статичная и философская, которая сейчас звучала. Это при том, что она вроде как испанская и горячая. Я бы не сказал, музыка. что такая музыка статичная. Ну ничего не Она- происходит, она она не с- двигает она с спортсменку надрывом вперед. всё равно. С надрывом, но Да. ну, Это надрыв, но не чересчур. хорошо. Наверное, я ошибаюсь. Так бывает. Нет, программа замечательная, очень хорошо подходит именно под произвольную. И достаточно неплохо Юлиана в ней раскрывается. Юлиана прекрасная. Конечно, мы видим, что сейчас вот такие ошибки, как на тройном Ридбергере, немножко портят оценку техническую. Но именно по подаче замечательно. То есть, действительно, Юлиана прибавила по сравнению с Магнитогорском, с прошлым этапом. Если говорить о прыжках, то мне кажется, что небольшие сложности были именно с приземлениями на полный конек. В первой половине очень такие прям громкие на льду, Рисковато, да. на ледовой арене прям даже слышно было, как она в другом конце льда так приземляется на все лезвие. И Судьи находят буквально, только вот да, недокрут. один недокрут, по сути, вот Да. именно из таких ошибок. То есть нечеткое приземление с тройного Ридбергера, конечно, на этом немножко потеряет. И вот недокрут на двойном акселе. В остальном серьезный контент, с которым она сегодня справилась. И вот вращение еще одно второго уровня, если уж так придираться. Но в остальном, да, и программа прекрасная, и мне кажется, что она очень подходит Юлиане. Скорость, опять же. Да. Нет, все здорово. Вы Очень слишком качественно. сильно придираетесь К к музыке. чему? Окей. А вот и Елена Германовна объявилась. А мне показалось, что ее нет. Все на месте, весь тренерский коллектив. Ну, чуть-чуть поменьше она набирает, чем в Магнитогорске. Вот как раз из-за этого недокрутика, который у нее не был диагностирован на том этапе. Но, тем не менее, хорошие баллы. Она впереди и опережает предыдущих участниц ощутимо. А впереди катание Марии Лабутиной, ученицы Натальи Швецовой. И кататься она будет под музыку из кинофильма «Мулен Руж». Мюзикл надрывный и грустный.
Мария Лабудина очень интересная спортсменка, и то, как она выполнила эту программу, такое впечатление, что, ну, мы это сегодня уже отмечали с другой спортсменкой, что чем ближе к завершению программы, тем как будто бы она как это раскочегаривается и чувствует все больше какой-то свободы, и вот даже по пересмотрам, чем ближе к концу, тем меньше у судей стояло красненьких штук, ну вот Луц там в завершении, да. Луц классный был, кстати говоря, да. И уже никаких тебе вопросов у судей. А вначале так вот как-то щупало осторожно, аккуратно, да. осторожно. Ну и музыка, кстати говоря, вот тоже продолжение темы музыки, она вот так вот расходилась, и как-то вот все было достаточно гармонично. Конечно, мы видим сейчас на экране, что тройной луз, тройной тур не так крученный был, и затем вот тройной флип тоже судьи находят там неясное ребро. Но потом как-то вот действительно раскочегарилась и как-то задала жару. Было здорово. Тройной флип. Именно там должна Поторопилась. была быть комбинация на этом флипе, но из-за того, что выезд был в тройку, перенесла на комбинацию чуть позже и выполнила ее с двойным акселем дальше. Нам ее не показали. Но зато во второй половине какой мощный тройной луц был. Надеюсь, его нам тоже не покажет. Эх, ну тройной луц был очень мощный, и вот именно там мы прям снова так воодушевились. Да. Но не стала уже оставлять до самый конец. Если бы она собиралась на 3-3, наверное, она бы так не прыгнула, этот луз. Она на него, кстати, видимо, да, шла как бывает. на отдельный элемент. Да, такое тоже бывает, потому что когда ты идешь и держишь в голове, что у тебя каскад, ты начинаешь раньше времени думать о втором прыжке, забывая о том, что нужно хорошо сделать первый. Организаторы соревнований создают атмосферу праздника в перерыве между катанием. В спортсменах звучит веселая музыка. Да, ну мы-то в отличном настроении. Конечно, может быть, не хватает немножко аплодисментов и болельческой поддержки, но ничего. Да, при полных трибунах, конечно, и программы смотрятся по-другому, и спортсмены чувствуют себя иначе. И зрители тоже вот как-то много уже отмечали в Казани, вот буквально на прошлой неделе, что как-то вот идет такой обмен, взаимообмен энергии. Но программа, конечно, музыка приподняла Марию в своем развитии. Это прям чувствовалось эмоционально. Интересно, как это все происходит. Когда ты должен слушать музыку, и она тебе может помочь. А может и захлестнуть. Не угадаешь, как будет в данной ситуации. Помогла. Вторая по произвольной программе и вторая по сумме баллов Марии Лабудиной. Сейчас пропустив вперед Юлиану Череневу. А тем временем Евгений Плющенко и Екатерина Митрофанова выводят на лед Милану Лебедеву. Мы ждем исполнения четверного сальто в начале этой программы по протоколу.
дали напряжение своим музыкальным сопровождением. Школа Плющенко вместе с Миланой Лебедевой. Это музыка из компьютерной игры The Witcher 3 Wild Hunt. И основная тема главного персонажа игры Геральта из Ривии. Не просто так. Ну, какой-то там целый мир есть в этой музыке и наверняка в этом персонаже. Я еще хотел обратить внимание, насколько Евгений Плющенко вот заряженный тренер, насколько ему нравится быть тренером и как он всегда дает такую сумасшедшую эмоцию при выходе спортсмена, его мотивирует. Прям радость, что нашел себя и в тренерской работе с таким большим удовольствием. Да, действительно, это здорово, потому что спортсмены с полувзгляда чувствуют настроение тренера, чувствуют, в каком он сегодня настроении проснулся. Поэтому, да, это очень важный такой аспект именно в соревнованиях, потому что ты, как спортсмен, немножко опираешься психологически на тренера в том числе. Милана сегодня выглядела поувереннее, чем вчера. Вчера обидная ошибка на каскаде случилась. И вот сегодня она как будто вышла показать, что это была случайность, и что она способна выполнять чисто свою программу. Хоть и не пошла на заявленный четверной Сальхов, откаталась с тройными, тем не менее в первой половине прекрасно справилась со своими тройными прыжками, оставила все 3 каскада на вторую половину, что является большим риском, потому что, вновь повторю, нет права на ошибку. Но вот во второй половине, конечно, с каскадами уже были небольшие такие шероховатости, скажем так, не хватало немножко водокрута. Каскад тройной луз, тройной тулуп, и на луце небольшой недокрут, на тулупе четверть оборота, дальше на тройном флипе тоже недокрут. Ну и вот с комбинацией справилась Ридбергер двойной аксель. Заявка мощная, да, особенно если она к этому набору добавит еще и четверной Сальхов, так это вообще уже следующий уровень. Очень понравилось, что Милана поднимала глаза. То есть немногие юниоры вообще в принципе смотрят на окружение, на судей, на зрителей. Часто они вот где-то в себе все это как-то переживают образы этого дела. Артем Аркадьевич, Никита Юрьевич. Показалось. Даем привет Артему Аркадьевичу Значкову, своему тренеру. И она лидирует, показала лучший результат в произвольном катании и по сумме баллов опережает ближайших преследователей. Дает пятюню олимпийскому чемпиону. А на льду Алиса Гориславская. Спортсменка, которая известна своей гибкостью благодаря художественной гимнастике, которой она занималась, а также своей позитивной и развлекательной программой под названием «Добро пожаловать в Россию». Такая вот симпатичная матрешка у нее на костюме.
Молодец, Алиса Гориславская. Очень хорошо она делает эту программу. Ну вот нашли такой образ. Он максимально отыгран этой спортсменкой, и она все делает максимально вот в этом образе и в той постановке. Там нет пустых мест, там все как-то интересно и подчеркивает то настроение, которое было задано изначально. Да, действительно, и программа очень такая насыщенная. Но сегодня вот именно по подаче было видно, как Алиса немножечко так скованно все это делала, потому что на первом этапе в Москве, на Навка-арене, там были зрители, там зал побольше, и, видимо, акустика так это тоже действовала, что она вот прям от души катала, вот как мы любим говорить, на разрыв аорты. Сегодня был такой достаточно сдержанный. Это если сравнивать Алису с Алисой, да? Да, конечно. Да, так-то она тоже зажигала, и определенно эта программа выделяется, запоминается. Ну, просто, да, мы заметили, что чуть более механически в каких-то моментах эмоции были исполнены, нежели на первом этапе. Но это тоже, на самом деле, мастерство, что даже если вдруг сейчас нету зрителей, нету вот этого какого-то, может быть, в какие-то секунды этого искреннего запала, все равно программа уже наработана настолько до мелочей, что и везде и улыбка, и танцы, все было сделано на все 100. Если говорить про элементы, то в целом справилась. И вот мы видели все зеленые огонечки после проката, но вот если присмотреться, а техническая бригада присмотрелась, и нашли два недокрута, и оба на тройных флипах. Один в первой половине программы, другой заключительным прыжком был исполнен, а в остальном справилась, умничка. Алиса Гориславская за произвольную программу набирает 118,16. Поздравляем с хорошим результатом. И она впереди. Обошла Милану Лебедеву, точнее, не пропустила ее вперед. На 6 баллов-то отстает. Поздравляшки от тренера. Софья Федотова будет исполнять свою произвольную программу.
Софья Федотова, бронзовый призер Софья Федотова. турнира «Лед мечты», который был первым этапом серии Гран-при в Москве. И так здорово она тогда катала свою произвольную программу, благодаря, собственно, чему и поднялась на пьедестал, потому что отставала в короткой. И так тяжело дался этот прокат сейчас, причем даже, ну, прям необъяснимо тяжело в завершении программы. Какой же Будто силы боец покинули. Софья, хочется ее поддержать. И какой характер на самом деле сильный. Сейчас и улыбнулась после проката, и держится молодцом, хотя мы видели очень такое неприятное падение под конец, а она после него и собралась. И дальше вот что значит настоящая вообще спортсменка. Давайте перейдем к прыжкам. Начала с каскада тройной тулуп. Она его очень хорошо на разминке прыгала, так легко. И вот здесь такая неудача на первом прыжке. Как мне кажется, что она ее выбила из колеи просто. И дальше она сразу немного поникла. И на все прыжки уже ехала с непониманием, что же случилось на этом каскаде. И вот мы видим, как ее из стороны в сторону немножко шатало. И на тройном флипе, и на тройном ридбергере. Ловила она себя. И вроде как только поймала. И вот, конечно, во второй половине этот луц мы аж вздрогнули. Да, действительно, бывают такие моменты, когда приходится бороться с собственными мыслями. И сейчас, ой, даже пересматривать больно. Но она после этого пошла и тройной сальхов сделала, и каскад, который должен был быть на луце, перенесла на этот сальхов. Так что... Да, это вот действительно такие проявляются в таких... На таких соревнованиях проявляются бойцовские качества и, можно сказать, Закаляется характер. да, куются дальнейшие победы. И в этой ситуации, конечно, всегда хочется посетовать, что у фигуристов только одна попытка на выступление. У всех спортсменов может попрыгать несколько раз. Ну, не у всех. Конечно, в разных видах спорта по-разному. Но в одно собрать все, что только можно, и свое представление программы, и свое настроение, и вот эти сложнейшие элементы. Ну вот попроси ее сейчас откатать эту программу, ну и сделает все чисто 100%. Радует, что много стартов у нас появляется. Это правда, да. Много возможностей именно вот испытать себя. Да, эта вариативность меня всегда восхищала там в теннисных соревнованиях или в соревнованиях по гольфу. Ну, когда у тебя просто огромное количество возможностей, ты работаешь и работаешь, рано или поздно добиваешься отличных результатов. Еще и большая конкуренция и много спортсменов. Да, поэтому мы поддерживаем. А Софья Федотова занимает по произвольной 6-е место, по списку общему 4-е пока что. И на льду Екатерина Кольцова, Юлия Тащакова, ее тренер возле бортика. И катается она под такую латину Спиранца Максима Родригеса. Что-то горячее и танцевальное.
страстное катание такой мощной, такой прыгучей спортсменки Екатерины Кольцовой, начиная с ее двойного акселя. Так красиво она летела, пролетно. Совершенно потрясающее завершение для этой группы участниц с таким выступлением. Да, действительно, программа очень мощная, яркая. И платье, вообще все в стразах, и как раз подчеркивающее такой яркий образ. Мне кажется, это выступление было таким вот уже мостиком в следующую сильнейшую разминку, потому что прям вот, да, уже следующий уровень, как мне кажется, первая спортсменка, которая вообще без каких-то явных ошибок и даже вот погрешностей исполнила свою программу. Видим мы, что пересматривают еще Луц, я думаю, на предмет ребра, но даже пересмотрев, все, отпускают прыжок, считай, все чисто, все на положительную оценку. Думаю, что это первая спортсменка, которая прям безошибочно справилась со своей программой произвольной. Умничка. Ну, посмотрите, просто тройной луц, тройной тулуп, чисто, с длинным выездом. Все-таки немножко близко к бортику, но, опять же, это уже, если спортсменке так удобно, главное, чтобы прыгала. Ну и у нее очень такое широкое катание, и, в принципе, не так много пустых мест в программе, интересные заходы, поэтому это не так сильно бросается в глаза. Не было такого, что она через всю поляну очень долго едет и дожидается Да, бортика. очень такая короткая подготовка поэтому... ко всем прыжкам, не только к луцу. Поэтому это не так сильно смущало. Вот вращение в другую сторону, первое на сегодняшний день. И все вращения 4-го уровня сделал. Все прям в этой программе, по сути, сегодня отработал на максимум. Может быть, собой довольна. Очень такая насыщенная и в то же время сбалансированная программа. А дальше добавлять уже по эмоциям, по подаче. Екатерина Кольцова за произвольной программой набирает 121,81. Первое место по произвольной программе и лидерство на данный момент. Перед выходом на лед группы сильнейших участниц. Довольна, конечно же, и тренер Юлия Тищакова, и спортсменка Екатерина Кольцова, и выступлением, и результатом. Это было очень красиво, и мы вас очень ждем в третьей группе спортсменок.
Уважаемые зрители, встречаем новых участников третьей группы. Ульяна Васильева, Москва. Елизавета Лагутина, Свердловская область. Елена Костылева, Московская область. Виктория Стрельцова, Москва. Алиса Юрова, Липецкая область. Лидия Плескачева, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. И мы продолжаем. Финальная группа участниц Гран-при России по фигурному катанию. Произвольная программа у юниорок. И сейчас решаются вопросы призов на этом турнире. В женском одиночном катании юниорки хороши. Катаются сегодня просто замечательно. С каждым следующим прокатом все интереснее и интереснее. На очень высокой ноте закончила предыдущую группу участниц Екатерина Кольцова. Очень довольны были своим прокатом вместе с тренером. Это объяснимо, потому что многое получилось. Замечательно прыгала спортсменка, очень весомо, так основательно каталась. Это было очень красиво. Ну и это был плавный переход в следующую группу, заключительную. На льду 6 спортсменок. Одна из них на ваших экранах. Это 15-летняя Ульяна Васильева. Тренируется Ульяна в Москве. Светлана Панова и Татьяна Моисеевой. Будет открывать эту группу своей программой под музыку Айдара Гайнуллина «Эйфория». В этой группе участниц мы обязательно увидим тройные аксели, четверные тулупы, четверные сальховы. Нужно только подождать. Второй будет кататься Елизавета Лабутина. Как раз в своей программе Елизавета обещает исполнить тройной аксель. Елизавета представляет Свердловскую область, где она тренируется у Антона Киселева. Ее музыкальное сопровождение — это саундтрек из кинофильма «Любовь Советского Союза». Не так давно вышедший российский фильм. На 4-м месте после короткой программы Елена Костылева, 14-летняя спортсменка. Очень талантливая тоже. Можно... Такой роскошный четверной тулуп. Вы только что видели на своих экранах четверной тулуп, который включен в список ее элементов, как и четверной сальхов в каскаде с двойным акселем, и тройной аксель. Это ученица Евгения Плющенко, Екатерины Митрофановой в школе Ангелы Плющенко, соответственно. Вслед за ней катается Виктория Стрельцова, ученица школы Тутберидзе. Четверной сальхов с двойным тулупом, а также сальхов и тройной аксель заявлены в ее катании под музыку из кинофильма «Пираты Карибского моря». Виктория Стрельцова в Магнитогорске была с серебряной медалью. Да, Георгий Кухилюк, Даниил Глейхингау, Сергей Дудаков, ее тренеры. Такой хороший камбэк случился в Магнитогорске. И очень надеемся, что сейчас тоже сможет прокатать свою программу чисто. Спортсменка из Липецкой области Алиса Юрова очень здорово откаталась в короткой программе. Она выступала одной из первых и на протяжении практически всего дня пробыла лидером
и обогнать ее сумела только Лидия Плескачева. Светлана Свинкова и Юлия Воронина ее тренируют в Липецкой области. Ну, она без четверных и без тройного акселя катается в своей произвольной программе, но это, тем не менее, может быть интересное катание, интересная программа на музыку из кинофильма «Фрида», посвященную судьбе непростой художницы Фриды Кало. Ну и в завершении Лидия Плескачева. «It's a beautiful day» и «Don't stop me now» будет ее произвольная программа. Надеюсь, что это будет выдающееся завершение сегодняшнего дня, как минимум эмоционально, ну и надеемся, что и технически тоже. Ее тренеры Светлана Панова, Татьяна Моисеева были на ваших экранах. Что еще удалось, Миш, отметить на разминке, которая уже близится к завершению? Только что Лидия Плескачева чуть не столкнулась с Викторией Стрельцовой. Ай-яй-яй. Да, это прям так. Они две обе спиной ехали. И вот мне на ум приходит, можно сказать, легендарная разминка, когда на Cup of China столкнулись Юдзуру Ханю и Хань Янь. И они оба потом вышли на произвольную программу с перебинтованной головой, катался Ханю. Да, конечно, старт был неудачный, потому что он получил там серьезную травму. Оба спортсмена разгонялись на огромной скорости, спинами врезались друг в друга. Это, конечно, было очень плохо. Не дай бог, разминка у нас закончилась без таких эксцессов. А что-нибудь позитивное из разминки, кроме шикарного четверного тулупа? Множество четверных. И Сальхова я видел, и тулупы, и аксели были. Ну, слава богу. Поэтому держим кулачки. Выступление третьей группы. И мы начинаем. Открывает Ульяна Васильева, Москва. Ульяна Васильева первая на льду. Программа ее называется «Эйфория».
Ульяна Васильева. Ну, Ульяна мне Васильева. кажется, не дозажгла под музыку такую живую в исполнении баяниста Айдара Гайнуллина и расстроилась из-за того, что не выполнено, хотя, казалось бы, многое было выполнено. Почему не дозажгла, как думаешь? А вся программа была в какой-то вот борьбе, начиная с первого элемента, какие-то сомнения, потом она их отгоняла, потом они снова возвращались, и как-то вот сегодня были такие волны, то вверх, то вниз. В общем, это показатель хорошего бойцовского характера Ульяны. Мне показалось, что тоже это связано с технической частью, из-за того, что вот мы видим с первого же прыжка сложности начались, должен был быть каскад тройной тулуп, который в короткой она очень хорошо выполнила, а здесь сразу же ошибка на луце, каскад не был сделан, и в связи с этим как будто дальше вся программа уже была борьбой и зажигать. Она как будто думала, где же сделать этот каскад 3-3. Да, постаралась его к дуплю прицепить, но тоже не очень уверенно он получился. И вот дальше во второй половине сейчас мы увидим, комбинация должна была быть тройной луц, двойной аксель, двойной тулуп, но там лишь одинарный аксель получился. То есть как бы в итоге вот эта борьба за прыжки немного помешала ей раскрыть программу. И тоже, когда ты борешься за прыжки, ты намного больше сил на это тратишь, нежели когда все идет своим чередом и один за другим прыжки получаются. И когда под конец такая вот зажигательная музыка, уже как будто и сил, и моральных, и физически на это меньше, конечно, остается. Причем Чисто хотелось катать легче. порадоваться за спортсменку. Все-таки она была 8-й, когда в Москве месяц назад. Ну, и здесь она сейчас вошла в 6-ку. Было ощущение, что со своей такой яркой произвольной, а она этот тулуп тогда прыгала совершенно спокойно и шикарно. Сейчас она может прям здорово и закрепиться в 6-ке, да, а вышло совсем не так. Печально. Ну да, в Москве она набрала 114,49 за произвольную. Вот сейчас посмотрим. Ульяна Васильева за произвольную программу набирает Чуть меньше. 106,86. Да, и это 5-й результат по произвольной программе, а в общей сложности она пока что на 4-е место откатывается, но впереди еще выступление 5 спортсменок. Для исполнения произвольной программы приглашается Елизавета Лабутина, Свердловская область. Ученица Антона Киселева Елизавета Лабутина на льду. Елизавета очень техничная спортсменка. В свое время выигрывала на турнирах Гран-при среди юниоров.
Под крики «Браво!» заканчивает свою программу Елизавета Лабутина, да и сама сияла просто как золотая медаль, когда закончила свою прыжковую программу. Молодчина, очень яркое выступление. Поздравляем с таким крепким прокатом. Лиза, ну умничка, прям порадовала своим прокатом, произвольной программой, чистой произвольной программой. Конечно, сейчас будем какие-то детали разбирать, но даже сейчас хочется вот это целое общее впечатление о прокате, и как она сама заулыбалась после того, как исполнила заключительный прыжок в своей программе. Умница. И давайте вот тройной аксель. Да, конечно, Чуть-чуть есть там было, вот эта да. кушечка такая, недокрутик небольшой, но все равно уверенно устояла, а дальше тройные, прям вот с каждым прыжком все больше восхищения прям вызывала, потому что насколько она так четко, высоко. Да, вот мы сейчас тоже отмечаем, насколько высокие прыжки, то есть как в начале программы, так и в конце. Да, конечно, устают все, но вот в хорошей физической форме находится Елизавета. Здорово. Такой подарок тренеру сделала на день рождения. Сегодня Антону Киселеву 40 лет. Мы поздравляем. Думаю, лучший подарок для тренера — это вот такие прокаты. Конечно. Его учениц. Вращения все на 4-й уровень. Все позиции, все додержано, все дотянуто. Умничка. На своем первом этапе в Красноярске финишировала на 5-м месте и за произвольную набрала 178. Не за произвольную, в сумме. Но сейчас Елизавета Лабутина за свою произвольную набирает на 11 баллов больше, чем в Красноярске. Хорошая заявка, молодчина. Посмотрим, как отреагируют другие участницы этого турнира. А впереди еще выступление 4 спортсменов. И что означает результат 190 баллов для Елизаветы на данном конкретном турнире? Хороший результат. А на льду Елена Костылева, которая обещает исполнить и тройной аксель, и четверной тулуп, который она выстреливала на разминке один за другим, и четверной сальхов в различных комбинациях. Очень интересно.
потрясающей сложности и насыщенности выступления Елены Костылевой под музыку Эдварда Грига, заводящую и такую разгоняющую все, что происходит вокруг. Все собрались на этом стадионе смотреть на балкончике, на то, как она катается и выстреливает один за другим четверные, как будто это и не четверные вовсе. Браво, браво, Лена. Конечно, технически это просто что-то умопомрачительное. То, что сегодня показала Лена. Уже сейчас у нее 90 с лишним баллов за технику, тройной аксель, 3 четверных прыжка, и то, на какой высоте и с какой мощью она их прыгает, это, конечно, безусловно, впечатляет. А у меня вот вопрос. Надбавка за тройной аксель 1 балл 76, то есть меньше 2. Это интересно, почему? Какие у нас вопросы? 1,76 это очень 1,76, серьезные да, это надбавки. Может, побольше за другие элементы, там и 2, и 2,72 надбавки. Ну, давайте Казалось не забывать, бы, что аксель все-таки шикарный. не только сам прыжок учитывается, но и то, что было до прыжка, то, что после прыжка. И вот, сегодня, конечно, между прыжками, было видно, что просто это вот разогнаться и настроиться на четверной очередной, который она будет прыгать. Хотелось бы верить, да, что в течение сезона, конечно, программа будет обрастать какими-то связками интересными, чтобы все-таки не только прыжки были сильной стороной, но и программа, которая, как мне кажется, появилась все-таки после исполнения последнего прыжка. Да, действительно, программа такая больше нацелена на сложнейший прыжковый контент. Действительно, вот чуть-чуть бы хотелось добавить немножко какой-то хореографии. Ну, я понимаю, что действительно это очень сложно. И то, что делает Елена, это, на сегодняшний день, я осмелюсь все-таки предположить, что это победное катание. Давайте все-таки загадывать так сильно не будем. Очень хочется, чтобы Елена все-таки выиграла. Еще впереди очень сильные девочки, так что сейчас точно можем уже похвалить Лену. Сегодня она справилась со своей программой, и это точно. Да, вот причем были сложности в межсезонье. Небольшой недокрут, вот судьи находят на тройном флипе, на финальном прыжке вообще, да, казалось бы. Но четверные чисто, просто идеально сделаны. Даже не пересматривали их, потому что и нету смысла. При том, что, да, были сложности в межсезонье и травма. И вот так восстановиться и вернуться к такому сложнейшему контенту, хотя мы знаем, что Лена еще сложнее контент выкатывала, это, конечно, впечатляет. Чего, по хореографии добавят. Главное, что прыжки уже есть, как бы такой основной костяк. Это здорово. Вот еще на вращение можно обратить внимание. Заключительные 2 вращения исполнены на 3-й и 2-й уровень. Последнее, возможно, она опаздывала в музыку, торопилась и немного не додержала что-то. Но это уже так, мы какие-то нюансы разбираем. Здесь как раз и помечено, что перекат, балл штрафа, time violation, не успевал чуть-чуть. Но это было все равно круто. Это же первый старт, получается, у нас. Да. Мощно Такого врывается, конечно. Перерыва, да, врываться вот так вот, и причем сразу еще же. И при пустых трибунах. Да. Когда, если бы ее поддержали, что аж сердце бы застучало, когда первые бы она сделала свои прыжки, все бы, может быть, и быстрее бы приехала. Со зрителями, конечно, кататься вообще это совершенно другое ощущение, совершенно другой уровень катания. Вот так долго пересматривали судьи все-таки заключительное вращение. Оно было помечено в судейском протоколе красненьким. И какой-то одной позиции не досчитались и еще снизили немножко там баллов. Наверное, при наличии таких мощных элементов в самом начале, каждый из которых приносит по 10, 11, 12, 15, 16 баллов, 17, то думается, что здесь вопрос, конечно, вращение не должен, по идее, повлиять сильно на общий результат. Но тем не менее. Но как раз когда ты такие баллы набираешь техника, именно прыжковый, то, конечно, иногда порой обидно вот в таких мелочах что-то терять. Это правда. Набирает в произвольном катании она на 25 баллов больше, чем Елизавета. И также на 25 баллов больше в общей сложности. И сейчас лидирует планка, на которую ориентируются 3 оставшиеся спортсменки по списку. Это 215 баллов. На льду Виктория Стрельцова
под музыку из «Пиратов Карибского моря». Виктория Стрельцова. Ну вот неожиданно, да, и спортсменка показала максимально такое, как это сказать, непредсказуемое катание. То есть она может, ну это не вторая, да, во второй половине программы исполнить элемент, который стоит ей один только элемент 20 с лишним баллов. Это четверной луп с двумя акселями в комбинации. И все остальное вот вдруг такое в развале может быть. Очень печально. Что-то помешало сконцентрироваться, да, на сегодняшнем прокате. Она делала четверные Сальховы на разминке? Делала, все вообще делала. Замечательно. И мы знаем, что обидно. это не составляет никакого труда сделать там 1, 2, 3 четверных прыжка. Но вот, к сожалению, начала свою произвольную программу с падения с четверного Сальхова, и судьи находят там маленький недокрут. А есть какое-то техническое объяснение у этого падения? Она поторопилась, и у нее слишком была сильная спина спереди. Какой шикарный тройной аксель. Вот идет вторым элементом. Она его сделала, затем
должен был идти еще один аксель, но там уже случилась бабочка, к сожалению. Обидно. Видим мы, как Вика расстроилась после проката. Хочется ее поддержать, как будто случилось именно то, о чем мы говорили в короткой программе. Ну, не упустим. Четверной прыжок сейчас на экране, четверной тулуп. Как раз тот самый каскад, за который она 20 баллов разом просто набирает. Но случилось именно то, что мы говорили в короткой, что у нее очень большой прыжок, очень высокий, и она как будто сама еще не может с ним совладать, как будто именно скоординировать, куда ее толкает, куда ее выбрасывает лед. И как будто бы, когда она вот найдет этот подход к себе, эту все скоординирует, то все получится, потому что технически и физически она эти прыжки прекрасно выполняет и на тренировках, и на разминках. И в прокатах, в принципе, тоже, просто вот вечно эти качели в прокате. Получилось, не получилось. Качели, то есть тройной аксель с двойным тулупом делает на огромные плюсы, и тут же не может сделать аксель вслед за этим какой-либо. Печально. И у нее третье место по произвольной программе. Она уступает в том числе и Елизавете Лабутиной, но обгоняет ее на всего лишь полбалла. И на данный момент занимает второе место. Да. Виктория Стрельцова сейчас вторая. Впереди выступление двух спортсменок. Напоминаю вам, что ориентируемся на 215 баллов, но это уже, наверное, бесполезно. Это недосягаемая высота, скорее всего, на сегодняшний, да, технический арсенал тех спортсменов, которые будут выступать. А вот 191 балл и 190 – это места на пьедестале. Алиса Юрова и саундтрек из кинофильма «Фрида».
Глубоко драматичное катание Алисы Юровой. Ну, она улыбается, такой, как это, иронизирует над тем, что произошло в ее программе. Она пока еще, наверное, в голове точно не посчитала, да, и мы еще даже до конца не досчитали, то те комбинации прыжков, которые она выполняла, не совершила ли она фатальную для себя ошибку, когда после второго луца не прибавила к нему какой-нибудь прыжочек в каскад. Вот как у нас сейчас разворачивается фатальную, технически? может быть, и нет, но ошибку в любом случае Ну, допустила, ошибку, да, потому да. что сделала 2 чистых тройных луца и оба сольных, а, соответственно, второй пойдет на понижение стоимости, и нужно было хоть какой-то каскад да к нему прицепить, чтобы не потерять эти баллы. Ну, не уверена, что это будет фатальной ошибкой, но, тем не менее, да, это такой просчет, вряд ли намеренное действие. Нет, это 100%. И вот сейчас мы вот посмотрим повторы, посчитаем, потому что, может быть, она будет второй, а может быть и третий. Как раз именно из-за этого двойного тулупа. Ну, второго и третьего места отрыв очень маленький, Да. поэтому туда очень сложно попасть. Там всего лишь полбалла. То есть тут вопрос все-таки, будет ли она второй, или она вообще не окажется на пьедестале, скорее всего. А чтобы точно в балл попасть, это уже прям не Вот математика. здесь как раз надо было хирургия. делать каскад. Она думала об этом, но Ну, испугалась. все-таки девочки, которые сейчас на 2-3 месте, были с элементами ультра-си, так что я думаю, что сегодня это все-таки катание не на призовое место, но тем не менее Алиса очень сильные 2 проката показала на этих соревнованиях. Да, есть какие-то недочеты, которые можно дорабатывать, в том числе и вращение, потому что одно вращение 3-го уровня, а другое вращение 4-го, но без одной позиции. То есть вот какие-то нюансы доработать, и в целом уже будет безошибочные будут прокаты. Все-таки хочется похвалить и поддержать, что она прицепила тройной Ридбергер, тройной тулуп. Этот незапланированный каскад был вообще. И Причем это, довольно сложный. да, очень сложный, потому что из Ридбергера не Всегда такая это, хорошая скорость, как после луца, после приземления Алиса из луца. Юрова за произвольную программу набирает 100. Ну и казалось Каскад. очень артистично и эмоционально. Это тоже нельзя не отметить. Да, да, да. Общий результат Каскад засчитали, и баллы там она получила, но все равно, и вот в том числе из заключительного вращения, и еще из-за нескольких мелочей, чуть-чуть не добрала она баллов для того, чтобы оказаться на пьедестале. 4-е место по произвольной программе и 4-е же в общей сложности. А впереди выступление Лидии Плескачевой. Лидия катается под композицию «It's a Beautiful Day», и точнее не скажешь о сегодняшнем дне, но для Лидии еще впереди 4 минуты.
И завершает соревнование сегодняшнего дня Лидия Плескачева в отчаянной попытке впрыгнуть на пьедестал с такими попытками в этих элементах, попытками вытянуть их. И мы прямо истерзались все на комментаторской позиции в желании как-то помочь, поддержать. Но что теперь мы уже можем поделать? Смешанные немного эмоции принесла Лида своим прокатом, потому что начала с тройного акселя, и мы уже успели порадоваться за нее, что этот сложный элемент ультраси был сделан. А дальше, конечно, на тройных прыжках вначале казалась случайность на тройном сальто, но я думаю, там действительно была случайность. Но вот во второй половине уже стало видно, что то ли немножко не в ногах, то ли пока еще не до конца форму набрала, и физически ее не хватило, да, на вторую половину. Но, конечно, все, что она на акселе заработала, я думаю, на тройных по чуть-чуть было растеряно. Так на акселе получается, что Q, обозначающий недокрут, Но это поставили. мне хотелось бы, да, пересмотреть сейчас на повторе, как это выглядело. Да, вся программа такая была яркая, классная, но вот в борьбе. И было видно, как она себя пытается на ноги поставить, чтобы сделать качественно все свои элементы. Так, давайте присмотримся. Не выглядит, да? Но Ну, тут с еще этого так ракурса, быстро. да, не так сильно, не так повтор. хорошо видно, но я думаю, да, придраться при желании можно. Вот здесь ошибка на сальхе, я думаю, что чистая случайность, возможно, недостаток концентрации или слишком порадовалась после акселя. В первой половине прям зажигала, было классно, во второй немножко, мне кажется, ошибки ее подкосили. Слайд Вот вот здесь этот со тоже. слайда чуть не упала. Вообще такой опасный на самом деле элемент, хотя На большой и скорости, да, кажется если таким не легким. делать. Вот здесь мы видим приземление, и вот во второй половине на всех прыжках поставили недокруты. То есть вот сейчас Да, мы на можем всех смотреть трех. и видеть прям как приземляется. Вот здесь даже зубцом две ноги, второй да, ноги да, да. помогла себе. Ну, то есть вторая половина, скорее всего, еще не накатана. Очень понравились два последних вращения. Прям очень качественно, на большой скорости, очень красивые позиции. И костюм какой классный, яркий. Да, необычный. Смешанные эмоции, потому что в целом в итоге смотришь, и очень приятно на Лиду смотреть. И я уверена, что эта программа еще засияет в этом сезоне и в чистом исполнении будет, и с элементами обязательно, да. ультраси, и Лида может еще больше их добавлять. Так что пожелаем удачи в работе, в тренировках. Такому костюму Фредди Меркьюри был бы доволен. Игорь Ильич Образцов. Ты не знаешь, не важно, его нет. Лолитка, как тебе такие подарки надо дарить? Призадумались судьи. Что Лидия Плескачева. Но нет. Но не показывают это уже, а выдают финальный результат сегодняшних соревнований. Хо-хо-хо. Дорогие друзья, от пьедестала ее отделили 0,04 балла. Она пропускает вперед Елизавету Лабутину, которая становится бронзовым призером сегодняшнего дня, точнее этих соревнований, Викторию Стрельцову, которая становится серебряным призером, и Елену Костылеву, которая с недосягаемым для этих соревнований результатом в 215 баллов получает в качестве награды за свое возвращение на лед золотую медаль. Как мы и говорили, вся интрига в произвольной была, и девчонки не подвели нас с этой интригой. Это было захватывающе. Потрясающие соревнования. Огромное всем спасибо, кто смотрел. И не отключайтесь, у нас впереди еще соревнования парней в произвольной программе. Это будет не менее интересно.
зрители, мы начинаем торжественную церемонию награждения победительницы и призеров всероссийских соревнований «Мемориал» Александра Горшкова в дисциплине «Одиночное катание девушки-юниорки». Первое место и звание победительницы завоевала Елена Костолева, Московская область. Второе место и серебряным призером становится Виктория Стрельцова, город Москва. Третье место и бронзовую медаль завоевала Елизавета Лабутина, Свердловская область. Медали победительницы и призерам вручает директор Московской академии фигурного катания на коньках Олег Иванов. Цветы победительницы и призерам вручает рефери вида Лолита Лабунская. Технический контролер Елена Фомина поздравляет победительницу и призеров соревнований. За подготовку победительницы всероссийских соревнований «Мемориал» Александра Горшкова награждается тренер, олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Желаем победительнице и призерам соревнований здоровья и новых спортивных побед. Ваши аплодисменты. На этом торжественная церемония подошла.
тоже хотели на солнце взлететь прямо так. Из нашей постели я держал твою руку, когда ты мне сказала, что это еще один фильм про разлуку. И я кричу: остановите пленку, это кино я уже смотрел.
Уважаемые зрители, программу всероссийских соревнований «Мемориал» Александра Горшкова завершают выступления юношей и юниоров с произвольной программой. Для начала разрешите представить официальных лиц соревнований в одиночном катании среди юношей и юниоров. Старший судья Елена Ушакова, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 2 Анастасия Ширяева, Москва. Судья номер 3 Святослав Бабенко, Тверь. Судья номер 4 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 5 Полина Якобс, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 7 Марина Сысцова, Санкт-Петербург. Техническая бригада, технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Марина Австрийская, Москва. Руслана Карева, Москва. Уважаемые зрители, встречаем на льду участников первой группы. Макар Донцов, Ростовская область. Прохор Кухтенков, Тверская область. Кирилл Визер, Ленинградская область. Денис Яшин, Свердловская область. Платон Романов, Нижегородская область. Артемий Денисов, Пермский край. Разрешена 6-минутная разминка. В свою завершающую стадию входят соревнования на московском этапе Гран-при России среди юниоров. Это уже 5-й этап в серии, и парни-юниоры сегодня исполнят свою произвольную программу. Это заключительный вид соревнований на этом этапе, и мы узнаем имя очередного победителя среди юношей. Всего 18 спортсменов сегодня выступят перед нами. 3 разминки по 6 человек в каждой. От слабейшего места в короткой программе к сильнейшему. Первым будет кататься Макар Донцов из Ростовской области. В своей короткой программе он катался под музыку «Я свободен». И это могло бы быть очень интересным выступлением, но немножко подвела техническая часть. Поэтому, к сожалению, Макар стартует с последнего места после вчерашнего катания. Антонина Молчанова, его наставник. На втором месте в этой группе участников Прохор Кухтенков из Тверской области. Лидер Тверской области среди юниоров в прошлых сезонах. Если вы ждете многооборотных прыжков, четверных тулупов, тройных акселей, то даже в первой группе участников будет возможность такие увидеть. Например, Кирилл Визер из Ленинградской области обещает исполнить четверной тулуп. Ученик Анастасии Васильевой.
Также в тренерском штабе Софья Чемоданова, слева на ваших экранах. Самодурова, прошу прощения. Денис Яшин будет кататься под 4-м номером в этой группе участников. Представляет Свердловскую область, где его тренируют Екатерина Козлова, Егор Зайцев и Ольга Куркина. Латон Романов из Нижегородской области. Из первой группы участников мы на предыдущих этапах Гран-при, получается, что никого даже и не видели, да? Все дебютанты Видели нынешней Кирилла серии. Визера. В в Москве Визера на видели, да, первом где он этапе, да. 9-е место занял, да, точно. И в завершении Артемий Денисов будет кататься из Пермского края. Его тренер Ренат Залилетдинов. Достаточно трудно проходит 6-минутная разминка у мальчиков. Мы лично сами еще не до конца отошли от количества четверных прыжков у юниорок. И вообще от того, от того сражения, которое на наших глазах произошло только что. Очень быстро все. Сейчас разминка как-то быстро прошла и награждение. Мы еще даже не успокоились. А уже следующий этап. И вообще серия этапов, казалось бы, их 5. Это так вот все долго тянется. Но на самом деле вот от 1 до 5 только глазом успели моргнуть. И тут же все. Уже ребята катаются на заключительном своем этапе. Абсолютно. И у некоторых спортсменов, уже не говоря о тренерах, ну, просто один день приехал, поработал, тут же уже летишь на следующий этап по всей стране. Да, график очень плотный. Так что ноябрь. Сумасшедшая пора в этом отношении. Макар Донцов будет кататься под музыку Нирваны, Come As You Are. Последняя строчка после короткой программы. И желаем улучшить свой результат. Показать все, на что ты способен, Макар Донцов. As you were, as I
Ну что ж, творческий образ Макара Донцова из Ростовской области у нас сложился. Благодаря этому этапу Кипелов в короткой программе «Нирвана», в произвольной программе его устремления понятны. И, ну, что, поддерживаем. Настоящий Да. рокер. Настоящий рокер, точно. С открытием произвольной программы. Поздравляем юношей. Да, конечно, технически этот спортсмен не так силен, как другие ребята. Начал свою произвольную программу с с тройного луца в каскаде в комбинации с двойным акселем. Вот дальше пошел двойной Ридбергер. Начал увереннее, чем в короткой программе, и луц был неплохой. Но вот дальше с тройными прыжками, конечно, уже тяжело пошло. Был еще один тройной прыжок, тройной сальхов. Вот Да. как раз на экранах. Вот в остальном либо запланированные двойные прыжки были, либо не запланированные. Еще один тройной сальхов, Олер, двойной сальхов. Да. В общем, чистенько сделано, Ну, и судьи катался с оценили. усердием. На самом Да, деле да, было да. видно, что старается, не бросал программу, старался все доделывать, все выкатывать, как поставлено. Вчера он в короткой программе остался без вращения, но сегодня вроде и вращение старался, доделывал. Макар Донцов Сегодня в целом поувереннее уже программе выглядел. набирает 88,58 баллов. Макар Донцов по сумме двух программ получает 128 баллов. 29 баллов. И радостные объятия с тренером Антониной Молчановой. Прохор Кухтенков из Тверской области на льду. Его программа — это саундтрек сериала «Игра престолов». Segui sul mio suono, Chicago makes you happy.
Прохор Кухтенков откатал свою произвольную программу. Учитывая то, что у Прохора не очень выдалось сегодняшнее катание, ну и вообще выступление на этом турнире было сложным, мы можем обсудить постановку этой программы. Ну, для меня это, как мне показалось, была отсылка к программе Саши Трусовой и по компоновке музыки, и по некоторым движениям из программы. Так Начиная что с самого такая- начала, да? Да. Так что такая ностальгия. Но если говорить про прыжки, то вот конкретно в этом тройном луце, который сейчас был на ваших экранах, он просто не успел сделать нормальную оттяжку, чтобы удобно встать перед отталкиванием. И тут же идет и делает луц. Да, конечно, мы видим там недокрут на тройном Ридбергере. Еще один недокрут. Боролся. То есть было видно, что прыжки, да, и в недокрут, и такие вообще очень сложно выезжать, потому что приземление практически на передний ход с некоторых прыжков было, но все равно старался удержаться, вцепиться в лед. Вот этот каскад, конечно, не самое приятное падение с него было. Надо было двойной делать все-таки. Ну бы вот он спас. боролся, вкручивался везде, бабочек не делал. Да, такой грязненький прокат вышел. Ну, опять же, то ли еще будет. Надо работать, и все обязательно получится. Вот, к сожалению, тоже, да, вращение. В короткой программе был Неудачное. срыв вращения, здесь тоже. Так, ну давайте не будем унывать. Все, в том числе и Прохор. На повода И унывать тренер, нет, это всегда да. повод только работать над своими ошибками, сделать выводы и двигаться вперед, чтобы больше такого не случалось, чтобы выходить со льда всегда довольным, быть своим прокатом. Да, и когда есть к чему стремиться, и это всегда перспективы. А любая ошибка — это опыт, который нужно переварить и не повторять. Вот если одну и ту же ошибку все время раз за разом повторять, не знаю, там по подготовке, по постановке, по всему, по отношению, это тогда уже, конечно, не очень хорошо. Но мы будем следить поэтому в перспективе за катанием Прохора Кухтенкова, потому что работа Федерации и Первого канала позволяет нам отслеживать наше дорогое фигурное катание с самого начала и до самых вершин. А начало, оно вот здесь. Я вот, например, всегда с грустью наблюдаю, как некоторые там зрители, непрофессиональные зрители, те, которые мало смотрят соревнования, говорят: ой, звездочка яркая зажглась на Олимпиаде. Да не зажигаются звездочки на Олимпиаде. Вот они здесь зажигаются, вот в этой вот борьбе, когда тебе больно, когда ты падаешь, ничего не получается, но ты идешь вперед и добиваешься своего. Удачи, Прохор, и все твоей команде. А у нас на льду Кирилл Визер. Этому спортсмену тоже пришлось тяжело в короткой программе. Было у него там 2 падения, и его присутствие в первой группе участников, конечно, можно расценить как случайное. У него есть сложные элементы в распоряжении. Посмотрим на его произвольное катание под музыку Апаше и Хакопяна.
Кирилл Визер исполнил свою произвольную программу, в которую в том числе у него включен четверной тулуп, тройной аксель. К сожалению, ну вот что на первом этапе месяц назад в Москве не получился тулуп, но там, по крайней мере, он был без падения, но со срывом. Но там совсем не получился тройной аксель, а здесь вот в каскаде и без каскада, пусть и с минусами, но сдюжил эти элементы. Нужно бороться, нужно не сдаваться. Именно для этого и нужны этапы серии Гран-при среди юниоров, чтобы себя показать, зарекомендовать и побороться. А Кирилл как раз-таки сегодня и боролся, начиная от самого первого прыжка, который сейчас был на ваших экранах с четверного тулупа. Он просто не успел нормально встать. Я вот который раз уже говорю, что надо уверенно стоять на ногах перед прыжками, но сегодня вот в тулупе не удалось. И затем тройной аксель с ошибкой, тоже боролся. И еще один тройной аксель. Не самый удачный выезд. Вот вся программа такая была в борьбе. Но мы видим, что контент уже в разы сильнее, конечно, чем у предыдущих участников. Уже и четверной прыжок, и 2 тройных акселя. Это, в принципе, очень серьезная заявка. И если такое исполнять чисто, то можно и в сильнейшую разминку попадать на этапах. Поэтому здесь можно, да, только пожелать стабильности, больше на тренировках это накатывать, чтобы... Ну, потому что если он это заявляет, наверняка исполняет на тренировках, да, то есть чего-то вот именно в старте не хватает. Для этого и нужен опыт, выходить на соревнования, выступать и стараться с каждым стартом все чище катать свою программу. Да, шаг за шагом. Хотелось бы снова акцентировать внимание на вращениях, потому что мы видим, что одно вращение первого уровня, другое вращение третьего, но без позиции. То есть вот на такие детали тоже обращать внимание. 54 балла. Общий результат за 2 программы 166,6. Тренеры Анастасия Васильева и Софья Самодурова вместе с Кириллом в Кисенкрай. Тренируется он сейчас в Санкт-Петербурге, после того, как Анастасия перешла в группу Алексея Николаевича Мишина. И получает он 117 баллов за произвольную, 166 в общей сложности. А на льду Денис Яшин. Свердловская область. От пения Тома Одала его произвольная программа. It can't be cleansed. Oh.
Свердловской области Денис Яшин. Конечно, Денис такой парень творческий, очень искренний. Вот когда у него что-то не получается, у него вот прям все всегда на лице написано. Сегодня, конечно, были срывы, целых 3 падения, и первый из которых случился вообще в таком месте, где не должно было быть ничего. И вот после этого, мне кажется, ему еще тяжелее стало, совсем расстроился. Да. Программа «Я не могу притворяться». И действительно, он не притворялся, он катал настолько искренне, и когда он вытаскивал эти прыжки, было видно, что вот, да, сейчас уверенность растет. И по его прыжкам прям видно, с каким усердием, и что он изо всех сил прям идет в эти прыжки. И на 6-минутной разминке было видно, что много ошибок, не получалось. Вот, в частности, тройной луц, боролся он с ним долго, прямо перед нами. А в итоге сделал, в прокате вытащил. То есть не отпускал программу, хотя вот, да, обидно, конечно, особенно вот такие нелепые падения, они выбивают сильно из колеи. Дальше вот и Ридбергер. Это сразу следующие элементы. Да, Он да. просто не успел как бы головой отойти от этого падения, вот совершенно неожиданного. Неудач было много, да, и много падений, но очень ценится, потому что, например, вот, тройные тулупы, уверена, что это один из любимых прыжков Дениса. Если он будет изучать четверные прыжки, думаю, что именно с тулупа стоит начать, потому что оба тулупа очень уверенно сделал, такие прям легкие, с запасом. Так что вот хочется, конечно, чтобы все прыжки в программе были выполнены так, но все впереди. Не, ну если тулуп есть, значит, все остальное обязательно придет. Надо просто не Навык бросать и есть, продолжать, да. Денис Яшин. Вместе со своим тренером Екатериной Козловой он в Кисенкрай, и их баллы. 2-е место по произвольной программе с очень большим отставанием от Кирилла Визера, и также с таким же отставанием примерно по сумме баллов он уступает 1 позицию после своей произвольной программы. На данный момент 1. Платон Романов на льду из Нижегородской области. Лидер Нижегородской области по фигурному катанию. 1-е место на 1-м этапе Кубка этого региона. Катается он под музыку из кинофильма «Онегин», который написал Георгий Жиряков.
Платон Романов. Ну, он очень красивую программу представлял, такой в стиле и с настроением. Немножко не хватало, конечно, и скорости, и каких-то таких элементов, которые бы заставили вздохнуть бывалых любителей фигурного катания, но он свою программу донес, молодец, и выполнил ее, по-моему, очень неплохо. А главное, радует, что он сам доволен своим прокатом. Это победный жест. Конечно, очень приятно, когда спортсмены сами после проката довольны тем, что они исполнили на льду. И приятно, когда спортсменам есть чем запомниться и чем выделиться. Вот Платон нам точно запомнился тем, что и в хореопоследовательности был исполнен Бильман, и во вращении заклон, в котором он планировал 8 оборотов исполнить. Это все-таки в мужском одиночном катании большая редкость. Да, очень хотелось бы в будущем, чтобы он не растерял вот эту свою гибкость, растяжку, чтобы он продолжал нести свои вот эти фишечки, бильманы. И Платон запомнился такой вот аккуратностью прыжков и в короткой программе, и в произвольной. Вот он аккуратненько так к ним подкрадывался и делал. Конечно, были там и недокрутики, и неясные ребра на флипе. Но все равно все довольны, и это самое главное. Это хорошая отправная точка в большой спорт. Вот тренер Дмитрий Волков, и я вот читал какие-то публикации в прессе Нижнего Новгорода, как относятся к тому, какая работа ведется, например, вот у ребят на катке. С большим вниманием люди наблюдают за тем, как прогрессируют, как отправляются спортсмены из этой области, пока что там, не блиставшие какими-то олимпийскими высотами, на соревнования и представляют здесь свой регион. И делают это очень-очень неплохо. Платон Романов вот сейчас получает второй результат по произвольной программе и уступает немного Кириллу Визеру. Артемий Денисов закрывает эту группу участников своей программой «Lose Control». Пермский край он представляет. Yeah.
Поморщился Артемий Денисов в завершении своего катания. Ну, да, не все получилось. Ну, держи марку, Артемий. В отличие от Нижегородской области, где не так представлено, да, фигурное катание исторически, то стадион «Орленок», на котором тренируется Артемий Денисов, это колыбель для некоторых чемпионов, в том числе олимпийских, как, например, наш друг и сокомментатор Максим Траньков. А тут что ценится, конечно, на таких стадионах и в таких регионах? Это, конечно же, самобытность. Вот человек, который, он не только трудяга, но и он еще вот чем-то интересен, что-то можно подметить. Да, Пермская школа фигурного катания, конечно же, славится парным катанием, но мы видим, что и одиночники там тоже присутствуют. Артемий сегодня боролся вот буквально с самого первого такта, с самого первого движения. Мне кажется, некая раскоординация в прыжках присутствовала, его так из стороны в сторону немножко болтало. Как мне кажется, не хватает немножко вот именно какой-то четкости, слаженности работы рук и ног, и группировки в том числе поплотнее, особенно по ногам. То есть такие вот какие-то технические нюансы, которые бы, возможно, помогли более стабильно исполнять тройные прыжки. Немножко как будто он на шарнирах катается и прыгает. Можно списать это на неопытность. Все придет, да, с опытом, но главное над этим работать. Главное, что тренер не унывает, спортсмен. Некогда унывать. Работать надо. Конечно. Что и делают без устали эти люди во всей стране. Артемий Денисов за произвольную программу набирает 100,2 балла. Общий результат за две программы 154,13 балла. Артемий Денисов на третьей позиции после и в произвольной программе, и в общей сумме. И со своим тренером Ринатом Рафиковичем отправляются анализировать свершившийся прокат. А мы продолжаем смотреть соревнования юношей в произвольной программе. Следующая группа участников на льду. Алексей Ефименко, Москва. Алексей Пычин, Санкт-Петербург. Андрей Коцин, Санкт-Петербург. Григорий Каракордин, Ярославская область. Дмитрий Железняк, Свердловская область. Ярослав Крулев, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа участников на льду. Не могу сказать, что нас ждет прямо россыпь четверных прыжков, но парочку увидеть должны от Андрея Коцина, весьма вероятно, и даже четверной луц и с набором с альховым и с тулупом четверными заявлено у Ярослава Хрулева из школы «Хрустальной». Первым катается Алексей Ефременко, ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова, Галины Ищенко из школы «Легенда». Десятым он был в Казани. Вторая разминка уже так выглядит пободрее. И ребята уже серьезного уровня. И мы видим сейчас уже и 3-3. Алексей Пычин представляет Санкт-Петербург. У него тройные в его программе заявлены. Четверные нет, но тройной аксель есть. Его можно
сделать красиво и тоже набрать немало баллов. Тем более, что Алексей стартует с каскада с тройным акселем. А его тренер Олег Татауров возле бортика. Из Санкт-Петербурга ученик Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой Андрей Коцин 10-м был в Красноярске. Фигурист Григорий Хорохордин, покоривший Михаила Коляду в короткой программе своим катанием, представляет здесь Ярославскую область. Не только короткой программой, но и произвольной на прошлом этапе. В Красноярске. Надеемся, что выступит лучше, еще лучше. Кто-то должен выступить лучше, потому что сколько вот мы перечисляем, 10-е место, 10-е, не могут же они все на 10-м месте оказаться. Кто-то должен лучше оказаться, кто-то хуже. Будем следить. В Ярославской области Наталья Тюленева тренирует Григория. В произвольной программе Дмитрий Железняк нас на этапе в Москве месяц назад удивил своей программой под названием «Черный ворон». Как минимум таким выбором суровым, такой композиции серьезной. Там он занял 13-е место. Один из лучших фигуристов-одиночников Свердловской области. Екатерина Козлова, его тренер на ваших экранах. И в завершении группа участников Ярослав Хрулев. Школа Хрустальной. На разминке перед короткой Ярослав очень долго боролся с тройным акселем, а сейчас мы видим в заявке у него 3 четверных разных прыжка, лут, сальхов и тулуп. Будем очень рады, если он пойдет на этот контент, и я уже видела чисто исполненный, хорошо исполненный четверной тулуп. Нужно ли, Миш, исполнять, если у тебя, если ты собираешься прыгать 3 совершенно разных четверных элемента, каждый из них на разминке? Или обычно, ну как спортсмен делает? Но здесь сугубо индивидуально. Потому что я знал некоторых спортсменов, которые принципиально не прыгают четверные прыжки для того, чтобы сохранить... Да, на 6-минутной разминке они делают только тройные. Но это скорее редкость. Я думаю, что большинство спортсменов разминают все прыжки, которые у них есть в программе, особенно как раз самые сложные. Но стараются, как мне кажется, не делать их слишком много, то есть самые сложные там буквально по одному разу проверить, хотя сейчас я вижу девчонок, которые могут четверные по 5 раз на разминке делать и прямо перед прокатом. Это, конечно, все-таки уже индивидуальные моменты. Ну, Ярослав будет кататься последним в этой группе участников. Он на этой разминке, наверное, сколько угодно мог, да, делать прыжков. Еще будет время восстановиться и зайти заново уже в свой прокат. Ну, дождемся. А начинаем мы с катания Алексея Ефременко. Произвольная программа сделана под композицию из саундтрек «Исход, цари и боги» на библейскую тему. Приготовиться к серьезному катанию.
Молодчина Алексей Ефременко, ученик Виктории Гусаевой из школы «Легенда». Здорово откатался, лучше даже, чем в Казани, где мы видели его произвольную программу впервые. Конечно, технические какие-то моменты присутствуют всегда, но это было катание, которое позволило нам увидеть эту программу вот целиком, как она задумана, в том числе хореографом Галиной Ищенко, которая его выводила на лед. Очень уверенное такое катание показал в начале второй разминки Алексей. И, в общем, все прыжки были достаточно хорошими. Может быть, немного не хватало такой какой-то собранности, подтянутости в некоторых прыжках. Но в остальном здорово. И вот вращение в другую сторону, конечно, немножечко судьи его на минус оценили. Тут сейчас увидим каскад, тройной тулуп, который не удался ему в короткой, но зато получился в произвольной во второй половине программы, и справился он со вчерашнего дня. Вчера мы говорили о том, что, возможно, не успел восстановиться он с прошлого этапа, а сейчас, в принципе, показывает, что вот, да, неудача в короткой, но он это отпустил, забыл, и сегодня вышел вообще другим человеком, все уверенно прыгал, все докрутил. Единственный такой небольшой нюанс на прыжках — это неясное ребро на тройном флипе в первой половине, а в остальном справился. Он сегодня прям излучал какую-то уверенность. Да, как будто сегодня ему не составляло труда сделать то, что вчера не получалось. Произвольная программа набирает 125,56 балла. Первое место Общий результат за и по произвольной в общей сложности, и ориентир для его конкурентов 185 баллов. Немножко вперед мы продвинулись по количеству баллов после катания Алексея. А на льду Алексей Пычин из Санкт-Петербурга, ученик Олега Татаурова. В качестве произвольной программы 3 слова заявлено у него в протоколе: демоны, враги, кости. When the days are cold and the cards are folding, the saints we see are all made of gold. When your dreams are failing, the ones we hear are the worst of all, and the bloods run still. I
Вот иногда мы жалуемся, что мало музыкальных новых произведений, что катают одно и то же. Вот очень много новых мы в том числе услышали, как и вот композиции группы Imagine Dragons, которые выбрал для своего катания Алексей Пычин. Ну и вообще вот то, что Олег Татауров, который раньше работал в группе Мишина, а сейчас на отдельном катке развивает какую-то свою школу, это место для экспериментов, место для поиска себя, и появляются какие-то интересные результаты этого поиска. Очень симпатично. Алексей сегодня огромный молодец, хочется его похвалить и только похвалить, потому что сегодня он и прыгал очень уверенно, и заряжен был на этот прокат, и видно, что ему лично самому эти песни нравятся, что он их с душой катает, и вот это был действительно классный прокат. И 2 тройных акселя. Вчера в короткой программе не удалось сделать их чистенько, а сегодня, да, было видно, что он очень долго к ним готовится. Нужно было привести мысли в порядок. Но сегодня прям здорово. И вот с такой душой и с каждым последующим прыжком он излучал гораздо больше и больше эмоций, уверенности. Уже не первый прокат. Мы видим, что мальчики, которые вчера как-то сомневались и ошибались, сегодня выходят прям уверенные, заряженные и словно вообще другие люди. То есть это очень классно, что они смогли так не зацикливаться на ошибках, а сегодня, наоборот, показать, что это была случайность и что они могут с этим справляться. Вот единственное, что на акселях тройных выставляют все-таки недокруты, но остальные все прыжки к тройным вообще никаких вопросов. Вращение все 4-го уровня. Молодец. На 11 баллов в произвольной программе он получает больше, чем Алексей Ефременко, и сохраняет свою позицию, а может быть даже и улучшит ее в сравнении с другими участниками. Подождем, чем ответят конкуренты. На музыку британской электронной поп-группы Gabriel's Innocence катается Андрей Коцен. Это такая чувственная, меланхоличная композиция, полная внутреннего размышления.
Еще не одна необычная композиция в программе, в этом случае Андрея Коцина, который все-таки не стал прыгать четверной сальхов, только вот тройные аксели, но зато какие это были тройные аксели, по-моему, классные. Да, аксели были хорошие, и сегодня ставка была сделана на чистый прокат. К сожалению, была все-таки одна бабочка, один срыв. Это было во второй половине программы. И мы видим сейчас, как Софья Самодурова прям смотрит на своего ученика. Да, Как строгий таким- взгляд. Да, видимо, знает его возможности, что так Значит, осуждает. мог сделать Да, больше. конечно, мог, Да. конечно. Начал очень хорошо, да, несмотря на то, что без сальхов. Но вы посмотрите, только какие аксели уверенные, пролетные. Несколько метров он словно в длину пролетел. И вообще без сомнений сделал. И следующий вообще прям с запасом. Так видно, что он уже докрутил прыжок и прям свысока приземляется, уже докручивая этот прыжок. Дальше каскад луц-тулуп. Вот он, первый луц-тулуп Тоже 3-3 сделал. замечательно. А во второй части программы комбинация тройной луц, двойной аксель, вот, к сожалению, он Ридбергер. поторопился и Первая половина шикарна, Да, прям вот да. чисто, хорошо, уверенно. И казалось, что оно вот дальше так по накатанной пойдет, что без усилий вообще все это делает. Но тут вот вторая половина его немножечко подвела. небольшая потеря концентрации была. И после вот этой длинной комбинации он сделал тройной флип и сделал тройной сальхов. То есть действительно какая-то мимолетная потеря контроля, она вот привела к такой серьезной ошибке. Ну, еще, конечно, нужно чуть внимание обратить на вращение, потому что на 4-й уровень ни одно вращение не сделано. 2 третьих и 1 второй уровень. Тоже есть над чем поработать. Исключительный вообще первого. Наверное, за это в том числе и могла тренер Софья Самодурова пожурить Пожурить, да, Андрея. сразу. Ну ладно, прыжки не делаешь, но вращение ты уж, пожалуйста, нам доделай. Что мы скажем Татьяне Михайловне Мишиной, когда вернемся в Санкт-Петербург? Да-да-да. Будет суровый разговор. В данный момент Андрей занимает второе И он место. проигрывает Алексею Пычину как по произвольной программе, так и в общей сложности. Поздравляем Алексея с продвижением вперед. А на льду Григорий Хорохордин из Ярославской области. Композиции «Метаморфозис 2» и «Escape» его произвольное катание.
радуется своему прокату Григорий Харахордин. Да, всегда так эмоция ценится. Молодчина. Откатался, ну, лучше, чем в Красноярске. И вообще вот человек катает программу, катает не равнодушное какое-то просто действо, да, из угла в угол. Нет, он весь в этом катании, она ему нравится, такая глубокая музыка. Да, очень эмоционально, так прям с чувством в свои молодые годы, но Да. все-таки уже такой маленький, но артист. Очень одухотворенное катание, да. И причем это сочетается и с тем, что у него хорошие хореографические навыки и какое-то внутреннее понимание, что он катает, зачем он эти жесты делает. И вот как-то это все с душой в красивую картинку складывается. При этом еще и скольжение хорошее. Мы отметили, как он легко, быстро скорость набирает за счет буквально пары перебежек. Ну и сегодня, конечно, технически этот прокат уже намного более успешный, нежели это было на этапе в Красноярске. Да, все-таки лично я продолжаю оставаться фанатом Григория Харахордина. Желаю ему всяческих дальнейших успехов, совершенствования нашего потрясающего вида спорта. Видно, что занимается и растяжкой, и скольжением. То есть, если переждет вот этот период юниоров, окрепнут мышцы, станут немножечко поувереннее, повыше прыжки, будет очень серьезный конкурент. Вот по технической базе, конечно, Пычин, Коцин и Ефременко так немножко задрали планку в произвольной программе, и набрать 136 для того, чтобы сохранить свою позицию, Григория Харахордина просто технически даже не было возможности, да, поэтому не удивляйтесь, что он сейчас на 4-м месте, как по произвольной, так и в общей сложности, но для него, вот он сегодня выполнил эту программу, все четко, все как он хотел, как были установки с тренером, да, за исключением там уровня в одном из вращений, он сегодня молодчина. Дмитрий Железняк катается следующим. Вот та самая программа «Черный ворон». Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Что ж ты когти распускаешь над моей головой? Ты добычу себе чаешь. Черный ворон, я не твой, и добычу себе чаешь.
хороший эмоциональный напор такой дает хор турецкого для катания Дмитрия Железняка прямо с самого начала. И поддержал этот эмоциональный накал очень душевно. И технически тоже поддержал. Видим сейчас, что все-таки доволен спортсмен. Конечно, были там такие сложные моменты, но в общем и целом программа сегодня удалась. И можем поздравить Дмитрия с приличным прокатом. Да, контент в юниорах довольно серьезный. 2 тройных акселя пошел исполнять. Очень, вот мы видим сейчас, конечно, высоченный прыжок, но приземление вот на всю стопу. Такой его немножко корпус забрасывает, все-таки приземляется на полное лезвие. В итоге немного неустойчиво это выглядит. Ну и, конечно, довольно сильная, мне кажется, и на организм тоже нагрузка в этот момент. И из тройных прыжков некоторых тоже было такое приземление. И заметили мы, что высота на тройном акселе просто колоссальная, а вот на тройных прыжках немножко как-то узковато он идет в них и, возможно, не доталкивается немножко. Да, и вот в финальном тройном сальхове как раз перед нами он прыгал. Прям вот мы с Анной Щербаковой в один голос сказали, что узенько. Именно, Узенько я пошел. думаю, поэтому, наверное, пока что и четверных прыжков нет, потому что вот на акселе он поймал это ощущение, как высоту набрать, а вот на тройных прыжках нужно еще поискать. Не, без такого нельзя. Ну, все Вот не честно. согласен с нами. Дмитрий. Сергея поздравляем с днем рождения. Да. Может быть, уже нашел в тренировках. С днем рождения, чтобы Покажет всё нам. хорошо было. Демонстрирует на Будем следующих надеяться, соревнованиях. будем с нетерпением Мы будем ждать. только рады. А вот когда не хватает одной из позиций в вращении, как здесь, сейчас вот нам судьи отметили, это то падает на один уровень. Общий результат за 2 программы. Падает в базовой стоимости это вращение, потому что это значит, что нету позиции какой-то. То есть, например, он в волчке просидел нужное количество оборотов, но сидел недостаточно низко, 90 градусов не было. В таком случае ему обороты-то засчитываются, но позиции нет. И вот как такой пример. Мгм. Ну вот за потерей нескольких баллов, таких вот обидных, он опускается на 4-е место по произвольной программе, в том числе уступая Алексею Ефременко. Ну и 3-й по итогам 2 программ пока что, а на льду Ярослав Хрулев, ученик Этери Тутберидзе, Сергея Будакова и Мелодии Хилдауза, обещает прыгнуть сразу 3 четверных прыжка под музыку группы Queen.
благодатная, конечно, почва богемской рапсодии для творчества в произвольной программе. Столько разных можно показать настроений, эмоций. Ну и Ярослав Хрулев, конечно, сегодня мог быть практически рекордсменом нашего проката с тремя-то четверными. И жалко, что не получился еще и Сальхов. Ну, очень порадовал сегодня своим катанием и со всех точек зрения, и с технической, и с артистической, именно потому что огромный прогресс и огромный шаг вперед по сравнению с тем, как он наступал на первом этапе, и даже по сравнению со вчерашним днем, когда он всю разминку боролся с тройным акселем, а здесь он сразу начал с такого уверенного четверного луца. Давайте сейчас пересмотрим. Чистый, Ну, вообще высокий. шикарно, с хорошим выездом, и прям он его так схватил. Прямо потому на что, тренера он да, его сделал, потому что на который разминке стоял тоже рядом. были сложности. Как он вытащил тулуп вживую, так вообще это было очень впечатляюще. Вцепился буквально в лед, и Сальхов так хотелось, чтобы получился, потому что, мне кажется, он словил уже эту уверенность на двух четверных, и пошел в Сальхов очень хорошо. Чуть-чуть Да. поторопился. Чуть-чуть не хватило. Дальше как будто бы казалось, что силы его покинули, и на каскаде тройной Ридбергер, тройной тулуп, и оба прыжка стоят в недокрут, но потом он сделал вращение, как будто бы немножко передохнул, собрался и вторую половину дотерпел, я бы сказала. Было видно, что уже тяжело, что устал, но дотерпел и докрутил все прыжки, все сделал. В целом вообще очень порадовал. И дальше старался зажигать на хореопоследовательности, отыгрывать музыку, все акценты. Что удивительно, в этой произвольной программе нет тройного акселя. То есть прыжковый контент выстроен таким образом, что он ему, в общем, и не нужен. Ну, судя по короткой, видимо, и по произвольной, четверные у него идут пока что лучше, чем тройной аксель. Так что правильно сделали. Да, намного лучше, чем месяц назад в Москве катался Ярослав Хрулев. Получает очень высокие баллы. За 200 мы наконец-то поднялись. У него 209 баллов. И в этой разминке он явно был на голову выше своих конкурентов. А впереди еще 6 участников. И от них зависит распределение мест на вершине сегодняшнего турнира.
Тимофей Бочков, Москва. Николай Колесников, Москва. Герман Ленков, Санкт-Петербург. Глеб Коптун, Тюменская область. Арсений Федотов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. В группе участников, которые будут завершать соревнования спортсменов на этапе юниорского гран-при по фигурному катанию в Москве, первым будет кататься Вадим Воронов, ученик Вероники Дайнеко. Вадим не прыгает четверных в своей программе, но может красиво исполнить стартовые каскады из тройного акселя с двойным тулупом и чистого тройного акселя. Вслед за ним выступит Тимофей Бочков, также с тройными прыжками, ученик Натальи Балуевой. 12-м был в Казани на прошедшей неделе. Вслед за ним катается Николай Колесников. 2 четверных Сальхова отмечены в его протоколе. Ученик Светланы Соколовской, Виталия Бутикова, Станислава Захарова. Вчера Николай завершал своим катанием соревнования в короткой программе. Выступал последним, немножко, может, даже перегорел под конец дня. Не очень удачное было катание. Так вот, в Киссинг-Край такая суровая была встреча с тренерами, мы помним. Ну, сегодня надо исправлять ошибки, двигаться вперед. Герман Ленков. Вслед за ним будет кататься еще один ученик Софьи Самодуровой, которая является и постановщиком его программ обычно. Это школа Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны Мишиных в Санкт-Петербурге под общей эгидой «Звездного льда». Огромной школы с разветвленной сетью катков и тренерских групп. Глеб Коптун, 17-летний спортсмен. Он был бронзовым призером в Красноярске. И здесь после короткой программы занимает 2-ю позицию. В его арсенале четверные. Он демонстрирует очень взрослое, такое уверенное катание, осознанное, какое-то подчеркнутое. И, конечно, является одним из претендентов на победу. А спортсмен Арсений Федотов, который выступает за школу «Хрустальный», Этери Тутберидзе, такой легкий,
невесомый, можно сказать, элегантный спортсмен, которого вот, что называется, попробуй победи. Да, у него тоже четверные тулупы. И, конечно, тренеры Хрустального и наставники, и хореографы делают ему тоже очень интересные такие программы с оригинальными решениями. И мы вот ожидаем серьезной битвы между такими разноплановыми, разнохарактерными спортсменами, что сделает завершение сегодняшнего дня украшением этого турнира. Так мы думаем с Михаилом. Да, 100% так и будет. Тем более, что у Арсения есть хорошее преимущество после короткой программы. Видим сейчас, конечно, что у него есть небольшие сложности с четверным сальховым. Мы, как всегда, желаем всем удачи, гладкого льда, и чтобы все обязательно получилось. Потому что мы действительно искренне переживаем за каждого участника. Вот прям с ними вместе катаем. Арсения Федотова в четверной сальхов расположен не только в начале в каскаде с тройным тулупом, но и во второй части программы с двумя двойными акселями. Посмотрим, как будет складываться его программа. Но это в завершении группы. А начнется все с катания Вадима Воронова. Москва. Программа под названием «Старинное королевство Египта. Царство».
большой трудяга Вадим Воронов в такой насыщенной произвольной программе выступил. Ну, не без срывов, к сожалению, очевидных для любого зрителя фигурного катания. Но до самого последнего момента прям чувствовалось его желание эту программу докатать на лучшем уровне. Молодчина, Вадим. Очень интересный выбор музыки. И в короткой программе мы отмечали, и вот сейчас в произвольной. Какой яркий костюм. И вот он с первых движений вот прям все четко отыгрывает и катает очень так эмоционально. Стартовый... Стать показывает. Да. Стартовый каскад, тройной аксель, двойной тулуп. И небольшой недокрут судьи находят на акселе. И вот, к сожалению, второй аксель неудачный. Вадим очень интересный, талантливый фигурист. И вот хореографию, интерпретацию программы он обычно сочетал все-таки еще и со сложной техникой. Сейчас видно, что не в форме пока что. И четверных прыжков пока нету, и ошибки даже вот на тройном ридбергере мы видим, хотя очевидно, что этот прыжок не должен вызывать никаких сложностей у Вадима. Так что хочется пожелать, чтобы он скорее набрал форму и только вперед и вперед шел. Назад не откатывался. Видно, что не в форме еще и по вращениям, в том числе. Обычно они у него тоже на хорошем уровне. А сейчас прям вот был чуть ли не срыв одного вращения. Еле-еле он его выдержал. И, в принципе, по уровням, четвертых уровней мы не видим. Ну, то есть пока что это вот явно еще фаза, в которой он раскачивает себя. Мы желаем пройти ему этот период достойно, сделать правильные выводы, найти все-таки тренерский штаб, который будет с ним плотно работать. Да, поиск — это всегда болезненно, и изменения — это всегда болезненно. И мы, как люди, пристально следящие за фигурным катанием, благодаря и трансляциям, и каким-то другим информационным источникам, конечно, всем спортсменам сопереживаем, чтобы вот все наладилось. И это же, вот ваш вид спорта, это же мега тонкая настройка. Ну, невероятно. Прям каждая мышца, каждое нервное окончание, каждый там настрой. Не с чем сравнить ваш вид спорта, ни с чем. И все влияет на результат. Даже самая какая-то мелочная мелочь. А крупные изменения, конечно, приводят к каким-то тектоническим сдвигам. 7-е место у него по произвольной программе, и Вадим Воронов 5-й сейчас. Представляет Тимофей Бачков, Москва. 2 программ, невысокое место, к сожалению, но пожелаем ему удачи. Тимофей Бачков на льду из школы «Серебряные акулы» с улицы Глаголева под руководством Натальи Балуевой. Катается он под композицию Дэвида Гэррета, основанную на музыке Прокофьева.
Тимофей Бочков закончил свою произвольную программу. Конечно, с перекатом время уже закончилось. Тимофей Бочков. Показывает тренеру, что поборолся. И, конечно, вот короткая программа и произвольная программа — два разных испытания. Совершенно по-разному их спортсмены проходят. И то, какие надежды подал всем своим поклонникам, кто за него переживает, Тимофей в короткой программе, вот в произвольной, что называется, попробуй вытяни такое испытание. Но он молодец, справлялся и старался. Не зря же он поприветствовал тренера после проката. Сейчас очень интересно посмотреть на замедленный повтор. Стартовый тройной аксель. Все-таки, на мой взгляд, был недокрут, но судьи его не находят. Затем тройной аксель, двойной тулуп. Уверенно. Да. Второй. Даже увереннее, чем первый. Ридбергер тройной. Вот на мой взгляд, опять же, тройной Ридбергер был чистый, но судьи находят там небольшой недокрут и ставят вот эту букву Q. Вот здесь вот тоже тулуп мы недокрут. сразу еще, да, в прокате обратили внимание, что даже на пересмотр этот каскад не поставили, хотя, как нам кажется, такой на тулупе откровенная галочка. Он сделал идентично, как в короткой программе. Также и здесь. Но судьи не находят здесь недокрут, поэтому не снижают оценку. Обидное Сальхова, конечно, падение, потому что можно придираться к недокрутам сколько угодно, но в целом это был визуально чистый прокат, без грубых ошибок. И, конечно, обидно на последнем прыжке, так с пятки прям с Сальхова улетел, но ничего, бывает. Вращение все 4-го уровня тоже отметим, потому что это важно. Пятый по произвольной программе, третий по сумме двух. И отстает на 14 баллов от Мирослава Хрулева. Николай Колесников. Москва. Николай Колесников на льду. Ученик Светланы Скаловской, Виталия Бутикова, Станислава Захарова. Под пение Димаша в своей произвольной программе. Прекрасная композиция. Интересный фигурист, 6-й на первом этапе Гран-при в Москве. Он был.
шикарный, эмоциональный, растянутый, со своим образом, со своими линиями какими-то. Николай Колесников на этом турнире. Ну, такие драгоценные баллы терять. Ну, как в короткой программе отставать на 12 баллов от лидера, конечно, ну, это прям сумасшедшее отставание, при том, что должно было быть после короткой программы все намного плотнее. И вот сейчас в такой вот сумасшедшей битве и на последнем прыжке вдруг бум. Это очень обидно, конечно, с тройного Луца. После того, как Коля исполнил тройной аксель и 3 четверных прыжка, то есть 4 элемента ультра-си. И в конце, конечно, с последнего прыжка всегда обидно падать. Но вообще хочется сказать, что Коля очень сильно прогрессирует по ходу сезона. От каждого там старта к старту, от проката к прокату. Все лучше и лучше у него получаются элементы. Но, конечно, вот мы видим, что все элементы ультра-си выехал, но почти все их сразу же поставили на пересмотр и, конечно, что-то находят. То есть тройной аксель уже недокрут четверть оборота, четверной сальхо в Q недокрут. И четверной тулуп во второй половине тоже галку ставят недокрут, четверть. Получается, чистым оставляет только второй четверной сальхов. Но это уже намного-намного лучше, чем это было в начале сезона. Думаю, что сейчас физическую форму еще наберет. Ой, вот с Луца, конечно, такое болезненное падение. Но думаю, что форму наберет, будет поувереннее четверные прыгать, докручивать. Да, на Луце он был вот прям настолько сильно справа, что просто не успел корпус поднять, чтобы сделать прыжок этот ровно. Классный, растянутый такой. Да, вот тоже хотелось отметить душевно катает. Дорожку, какая у него ласточка замечательная, все вращения 4-го уровня, затяжки, очень красиво это все выглядит. Мне даже показалось, что он за этот месяц повзрослел. Конечно. Может, поуверенней тоже стал, от этого тоже, я думаю, зависит. Николай Колесников за произвольной программой набирает 150,8 И он впереди. Его общий результат Произвольная программа позволяет ему остаться в лидерах. У него 9 баллов преимущества перед Ярославом Хрулевым в произвольной программе, ну и по сумме 2 программ в том числе. Давайте отметим для себя ориентир 222 балла. Это то, к чему будут стремиться в своем катании Герман Ленков, Глеб Ковтун, Арсений Федотов. Ну, они будут, конечно, к другому стремиться, я имею в виду, что позволит обогнать Николая Колесникова, его прямым преследователем. Ученик Мишина, Сизганова, Самодуровой Герман Ленков.
Очень серьезная, драматичная постановка в программе Германа Ленкова, которую он проживает, переживает всю свою произвольную программу. Только единственный раз он вышел из образа, когда сделал заключительный луц и так вот рукой показал, что это он тут победитель, а не жертва сейчас в этой конкретной программе. Молодчина. Герман на потрясающем уровне проходит финал наших соревнований. Заставил нас все равно... Да. Всегда очень эмоционально катает. Заставил нас понервничать немного в прокате. Эмоции мы все равно испытали, особенно вот когда буквально в миллиметре от бортика он приземлился с прыжками. Как он там вырулил и еще один двойной аксель добавил. Сейчас будем все пересматривать. Чуть они изменили свой контент. Планировал 2 четверных, тулуп и сальхов и тройной аксель, но решили оставить только сальхов, тулуп убрали. И сегодня вот это, видимо, была ставка на чистый прокат, без риска. Сегодня она сыграла. Шикарный четверной сальхов, стартовый прыжок, затем тройной аксель. 3 балла плюсов он получает за этот сальхов. Тоже с хорошим выездом, на хорошей высоте. Тройной сальхов, тройной тулуп. Чуть-чуть коротковат выезд. Так, в целом, все вот прыжки были очень достойные, очень хорошие, качественные. Ну и, естественно, катание эмоциональное, с неплохими вращениями. Ну как неплохими? Все 4-го уровня. Хорошие вращения. Немного беспокоили нас еще шнурки на коньках, потому что прям в моменте показалось, что что-то не так. Может быть, развязался шнурок, но потом вроде обратили внимание, что это идентично на 2 коньках. Значит, наверное, все-таки все по плану было. Главное, что они ему не мешают. Да, главное, что ему не мешает. Интересно смотрит тренер замедленные повторы. Там действительно есть на что посмотреть с эмоциональной точки зрения, с театральной, я бы сказал, с точки зрения. На 11 баллов он, конечно, опережает Николая Колесникова со своим безупречным катанием сегодня. И впереди выступление еще 2 спортсменов. Первый из них Глеб Ковтун с программой «Гранд Аморе» в исполнении трио «Иль Воло».
Драматичное катание Глеба Ковтуна само по себе превратилось в драму. И такой был совершенно головокружительный, сумасшедший старт. И мы уже предвкушали какую-то борьбу на каком-то мега-невероятнейшем уровне чистоты. И последовали ошибки одна за другой, как будто бы разболтало спортсмена. Да? Он все время был в каком-то вот таком наклоне в исполнении своих прыжков, что аж было страшно за него. Ну, видим мы, что Глеб как будто бы даже с трудом встал со льда, да, с финальной позы, и сейчас сам недоволен. У нас вот появилось ощущение, что под конец у него прям настолько забилась или устала, начала отказывать уже правая нога. И в конце он уже вот просто старался из последних сил сделать все, что мог, но как будто вот не хватило, наверное, какой-то физической силы. Да, начал вообще замечательно с каскада 4-3, тулуп-тулуп. Высоченный, ровненький. Очень солидно выглядит, когда он чисто катается, чисто прыгает. А вот здесь прям видно, что после третьего оборота ось начала уходить из-за того, как раз, что он пропустил фазу перед отталкиванием. И, соответственно, корпус ушел. Шикарно. Аксель вообще супер. Мы вот, скрестив пальцы, сидели и ждали тройного акселя во второй части программы. И очень надеялись, что он у него получится точно так же, как в первой. Но, к сожалению, тоже там была ошибка. И вот этот финальный тройной Ридбергер боролся из последних. И прямо перед второй половиной мы уже подумали, что если сейчас справится со второй половиной, дотерпит и чисто откатается, то за тройку, даже за двойку на данный момент сможет побороться. А вот все-таки слишком много началось вот таких вот мелких ошибок и на тройном акселе, и на тройном Ридбергере уже совсем, конечно. Надо сказать, что да, вот чтобы зацепиться за тройку, не хватило ему буквально одного какого-нибудь элемента, даже до какого одного элемента, полэлементика не хватило. Буквально тройной Ридбергер. Да. Что-то сделать чуть чище, но сейчас от Николая Колесникова он отстает по сумме двух программ на балл с лишним, и впереди лишь катание лидера после короткой программы Арсения Федотова. Катается он под композицию Shout и Personal Jesus.
Блеск. Поздравляем, поздравляем школу Этери Тутберидзе с очередной победой, абсолютно уверенной, абсолютно мощной, за явным преимуществом по всем фронтам. Никто не смог дать бой Арсению Федотову. И под эту композицию из давнишнего чьего-то детства Депеш Мод он выкатывает абсолютным чемпионом с этих соревнований. Арсений, браво! Как я рада, что мы снова можем наблюдать вот такие яркие, заряженные прокаты, победные прокаты от Арсения. Мы по ним скучали, и очень радостно, что в этом сезоне он вот снова как-то находит себя и снова их демонстрирует. Да, прокат получился действительно фееричным и начал с шикарнейшего четверного тулупа. Просто невероятно. Он еще повзрослел, и настолько мощнее стали эти прыжки выглядеть. Они всегда были красивые и техничные, но сейчас как будто прям следующий уровень, и это видно и в оценках. Почти 3 балла ему надбавками добавляют и за тулуп, и за сальхов. Вот этот сальхов, видим, что Арсений сам реакцию выдал как раз перед нами, на себя поругался за неточный выезд, хотя этот аксель тоже оценивают чисто, просто на чуть меньшие надбавки. Он просто чуть жестче приземлился, а так-то, в общем, прыжок чистый был, хороший. Меня тоже поразило, что он еще и успел поругаться во время программы немножечко. Да что такое тут произошло возле комментаторской позиции? Во второй половине четверной сальхов в комбинации с 2 двойными акселями 20 баллов разом ему приносит. Интересно, что тройной аксель — один из, мне кажется, любимых прыжков Арсения, который он всегда прыгал по 2 во второй половине. Сейчас немножко изменили контент. Аксель в первой половине стоит и не такой уверенный, как остальные прыжки, а вот сальхов перенесли во вторую половину. То есть что-то меняется. Это интересно за этим наблюдать, конечно. И тем не менее ему хватит этих баллов и без второго тройного акселя, чтобы выиграть. За одну только это технику, да, Арсений Федотов набрал больше, чем те 5 участников, которые внизу таблицы расположились в общей сложности за произвольную программу. 98, почти 100 баллов он получает за свою технику. И 175 баллов — это 20 баллов преимущества перед ближайшим преследователем. И 258-89 по сумме 2 программ он становится чемпионом этого турнира. Герман Ленков на 2-м месте и Николай Колесников 3-й. Дорогие друзья, это были потрясающие соревнования, абсолютно головокружительные практически во всех аспектах. Здорово, что мы провели вместе с вами это время на гостеприимном катке «Мечта». Спасибо вам, спасибо, дорогие зрители, что смотрите наш любимый вид спорта. И увидимся уже совсем скоро на ЦСКА-арене, где будут катать взрослые. И спасибо нашим юниорам, что сегодня такое катание нам показали. Спасибо, да, всем, кто смотрел. Увидимся на соревнованиях взрослых. Услышимся. Василий Соловьев, Анна Щербакова и Михаил Коляда прощаются с вами, но ненадолго. До встречи. Находится
дорогие любители фигурного катания, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров всероссийских соревнований «Мемориал» Александра Горшкова в дисциплине «Одиночное катание юноши-юниоры». Первое место и звание победителя завоевал Арсений Федотов, город Москва. Второе место и серебряным призером становится Герман Оленков, Санкт-Петербург. Третье место и бронзовую медаль завоевал Николай Колесников, город Москва. Медаль победителю и призеру вручает рефери вида Елена Ушакова. Цветы победителю и призеру вручает технический контролер Юлия Андреева. За подготовку победителя всероссийских соревнований «Мемориал» Александра Горшкова награждается тренер Сергей Дудаков. Желаем победителю и призерам соревнований здоровья и новых спортивных побед. Ваши аплодисменты. Уважаемые зрители, на этом соревнования «Мемориал» Александра Горшкова подошли к концу. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!